Да, ну в начале новостного блока я всегда поясняю за название стрима. А название стрима звучит как «Дедушка Трамп накормил нас голубцами с говном». Да, накормил украинцев голубцами с говном. Ну, понятно. Идеей для названия этого стрима послужило совмещение. Ну, тут даже не скажешь совмещение мемов. Это буквально, блядь, дословная цитата почти что, да. Из материала Axios, да, он заканчивается тем, там вышел материал про то, почему там, типа, отношения плоховато сложились между трамповской администрацией, Трампом непосредственно и Зеленским, да. Просто заканчивается, мы прочтем, безусловно, этот материал. Заканчивается он тем, да, что один из анонимных экспертов, один из анонимных каких-то служащих в Белом доме, да, дает такой комментарий Аксиосу, что сделка по ресурсам – это сэндвич с говном. Но украинцам придется его съесть, потому что Трамп так сказал. Ну, в общем, вот так, не очень приятно. А, да, это как бы то, что послужило импульсом к тому, чтобы это название придумать. А само название, это, если вы помните, старый мем, какая-то газетная вырезка, где было написано, что Виктор Семенович или кто-то такой накормил туристов, по-моему, блядь, голубцами с говном. Очень смешно. Ну, в общем, вот так. Ну, смешно, но реально смешного-то мало, да. Ну, я не знаю, с чего начать. Начать ли сначала с прочтения материала для того, чтобы чуть более предметно говорить. Наверное, так реально и начнем. А потом уже все остальные новости. Такой огромный вал событий. Ну, в смысле, вал новостей и мнений, да, чьих-то комментариев разных. Трамп на радио выступил, все такое. Но вот по сути все ходит вокруг да около одного и того же. Скажем так, сложных, напряженных, каких-то сложной и напряженной риторики. Но, правда, мы уже не отвечаем на нее по большей части, молчим. Только на внутренний рынок что-то транслирует президент Зеленский. Ну да, сложной и напряженной риторики между Зеленским и президентом Украины, да, непосредственно. Но надо сказать, что мы уже просто молчим, так что это такая игра в одни ворота. Правильнее будет сказать, что это острая риторика со стороны Трампа. Ну, в общем, давайте просто вводное слово скажем, что все эти дни продолжается такая публичная атака трамповской администрации на непосредственно президента Зеленского. Надо сказать, что это все происходило, да, то есть такое, основные события эти, они развивались на фоне, что, ну, мне кажется, нетипично на самом деле для таких ситуаций, согласитесь, да. Ну да, на фоне того, что приехал Кит Келлог, упал намоченный по вот этому вопросу Украины, приехал в Киев. Нужно сказать также, вот это, мне кажется, деталь как-то незаслуженно незамеченная, что прям во время этого визита атаки российские никак градуса не сбавили своего дронами, даже ракетами они атаковали. Это интересно, я думал, что они возьмут паузу на это время. Да, ну вот, был этот визит Кита Келлога, ну, то есть много надежд на него возлагали, и вроде комментарии были неплохие, но в целом сам тон мы понимаем, ну, мне кажется, можем судить о нем как, ну, что визит прошел и не так, как хотелось бы, и явно ситуацию он не переменит, а на это возлагали надежды, что сейчас, типа, ну, неизвестно, Зеленский что-то ему скажет Киту Келлогу, или, ну, что-то типа в таком роде произойдет, да, и Трамп может смягчить свою риторику, но мне кажется, это довольно наивно было. Нужно сказать просто, что анонсированный президентом Зеленским турне Кита Келлога на фронт, ну, по всей видимости, ни хера не состоялось, там не походил, не поводили его по Киеву, чтобы какие-то подставные люди ему что-то там рассказали, как это обещали нам, тоже этого не случилось. Так же, как и не случилось потом, ну, вполне ожидаемой совместной пресс-конференции, да, по итогам этой встречи. Что тоже, наверное, многое говорит, даже не то, что не смогли ни о чем договориться, хотя об этом тоже, а скорее о том, что все-таки довольно токсичная фигура и, ну, стала, да, для администрации Трампа Зеленский, и не будет это выглядеть хорошо, это совместная пресс-конференция. Ну, в общем, да. А что это, типа, на фоне этой встречи происходило? Что имеется в виду под этим? Ну, это будет немного интерактив, вы простите. Но, блядь, доходчивее я своими словами объяснить не смогу. Да, это мы начнем с того материала, потому что в нем фигурируют эти бутерброды с говном. Сэндвичи с говном, если быть точным. Вот. 5 ходов Зеленского, которые оттолкнули Трампа. Я знаю, что чтение люди не любят, но, как я уже сказал, лучше своими словами я не перескажу.
как я уже сказал, событие это реально вот в костяке своем одно, но так много каких-то в нем мелочей, что их точно упустишь. Президент Украины Владимир Зеленский настолько разозлил Дональда Трампа во время мирных переговоров с Россией, что Трамп был на грани прекращения американской военной поддержки Украине, сообщили Axios 3 американских чиновника, знакомых с ходом переговоров. Почему это важно? Как я уже сказал, это важно из-за последней строчки про голубцы с говном. А так-то, почему это важно? Потому что конфликт между Трампом и Зеленским перерос в словесную войну между ними, которая напугала европейских союзников, обеспокоенных тем, как придать смелости российскому диктатору Владимиру Путину и вознаградить его жесткий экспансионизм. Ну, мы понимаем, что за этой строчкой скрывается, как наказать Путина. Ну, простим эти тонкости перевода, несмотря на наш век техники и нейросетей и всего такого. Президент Трамп, очевидно, сейчас очень разочарован президентом Зеленским, заявил в четверг на пресс-брифинге в Белом доме советник по национальной безопасности Майк Уолтс. Общая картина. У Трампа и Зеленского были неловкие отношения с тех пор, как в 2019 году Трамп был подвергнут импичменту за попытку использовать военную помощь США для раздираемой войной стране, ну, в смысле для Украины, в обмен на то, что чтобы Зеленский провел расследование в отношении сына Джо Байдена из-за его синекуры в украинской газовой компании Бурисме, да. Сегодня Трампу труднее, чем ожидалось, выполнить свое обещание быстро реализовать соглашение о прекращении российско-украинской войны. Я не знаю, кто надеялся, что это возможно быстро. Увеличьте масштаб, давайте увеличим. 6 чиновников администрации сообщили Axios, что за последние 9 дней произошло 5 инцидентов, которые разозлили Трампа, вице-президента Венса, госсекретаря Марко Рубио и Вольца. По словам одного из чиновников администрации Трампа, Зеленский показал, как не нужно заниматься искусством заключать сделки, когда дело дошло до того, чтобы заручиться поддержкой Трампа. Нужно сказать, что Вольц, по-моему, это фамилия девочки, которая ведет непотребный канал, да? Не знал, что у нее родственники в администрации есть, трамповской. Надеюсь, что она по советской традиции не пострадает никогда, потому что в Советском Союзе достаточно было даже совпадения в целом по фамилиям для того, чтобы, ну, какие-то репрессии случились. 12 февраля. Министр финансов США Скотт Бессент встретился с Зеленским в Киеве, да, мы это помним, чтобы выступить с предложением, которое предоставит США доступ к украинским правам на добычу полезных ископаемых в обмен на де-факто защиту со стороны США. Позже Трамп сказал журналистам, что Зеленский был грубым и отложил встречу с Бессентом, потому что проспал. Ну, понятно, очевидно, просто не удовлетворен был условиями, но Трамп в своей манере типа закидать говном, не удивлюсь, что реально придумал, да, что Зеленский проспал. Придумал, возможно, даже сам факт опоздания, если такой было. Касательно сна Зеленского, я думаю, он вообще нихуя не спит. Мне лично это так кажется. 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности Венс и Рубио встретились с Зеленским, чтобы получить его одобрение на сделку по правам на добычу полезных ископаемых. Но по словам чиновников, Зеленский удивил, американцев, заявил, что у него нет полномочий в одностороннем порядке одобрить его без парламента. Ну, это на самом деле довольно ожидаемо. Ну, в смысле, действительно не может, но я понимаю, что, наверное, Зеленский недоволен чем-то другим. А эти слова действительно, наверное, отговорка, несмотря на то, что технически наверняка, непонятно просто даже о чем мы говорим, но о чем бы ни говорили, технически без парламента это никак провести нельзя. Но, конечно, парламент подчинен офису президента, если они захотят, то протянут там что угодно, в принципе. 15 февраля. Зеленский публично отверг это предложение на конференции в Мюнхене. Источники в Белом доме ответили, что его замечания журналистам о том, что сделка не в интересах суверенной Украины, заметно отличались от более позитивно звучащих комментариев, которые он сделал на X кануне. 18 февраля. Когда Рубио, Уолтс и посланник президента Стив Витков сели за стол переговоров с российскими переговорщиками в Саудовской Аравии, чтобы обсудить мир, Зеленский раскритиковал встречу за то, что она состоялась без Украины за столом переговоров. Затем разгневанный Трамп обрушился с критикой на Зеленского на пресс-конференции в Мар-а-Лаго, ложно предположив, что Зеленский начал войну с Россией и имеет рейтинг одобрения всего в 4%. Ну тут все типа так кучно обобщено, но суть с критикой обрушился, это факт. 19 февраля. Зеленский ответил, заявив, что президент США живет в пространстве дезинформации. Затем Трамп усилил давление, усилил Лупашева, опубликовав в Truth Social, что Зеленский, бывший актер, был умеренно успешным комиком, который стал диктатором без выборов. Трамп отказался критиковать Путина как диктатора. Что они говорят? В среду Венс заявил консервативному изданию The National
«Пульс», что Зеленский должен был озвучить свои жалобы в частной беседе с американскими дипломатами. Он атакует единственную причину, по которой Украина существует, критикует публично и прямо сейчас. И это позорно. И это не то, что тронет президента Соединенных Штатов. На самом деле это будет иметь противоположный эффект. Ну, тут сложно, да. И он перекручивает. Ну и действительно, конечно. Очевидно, мы тут в более слабой позиции, и вряд ли что-то хорошее из этого выйдет. 3 источника в администрации говорят, что комментарий Венса о состоянии ума Трампа был не такой уж завуалированной угрозой уйти из Украины. Ну, наверное, прекратить поддержку имеется в виду. По мнению Белого дома, Зеленский слишком привык к открытой поддержке бывшим президентом Байденом военных действий Украины, к решительной поддержке стран НАТО и связанной с этим положительной прессе, ну, положительной оценки в прессе, да, там, Черчилль и так далее. Поэтому он перегнул палку. Зеленский — актер, который совершил распространенную ошибку театральных деятелей. Он начал думать, что он именно тот персонаж, которого играет на телевидении, сказал представитель Белого дома, участвовавший в переговорах. Да, он был смелым и противостоял России, но он был на 6 футов ниже. Если бы не миллионы, которые мы потратили, и ему нужно уйти со сцены прямо со всей этой драмой. Ну, тоже тонкости перевода, но думаю, суть мы уловили. «Мы создали монстра с Зеленским», сказал другой чиновник, участвующий в переговорах. И эти невменяемые по Трампу, ну, в смысле, ёбнутые, да, по Трампу, европейцы, которые, ну, тряска сильная по Трампу у них, да, ну, вы поняли. И эти невменяемые по Трампу европейцы, которые не хотят отправлять войска, дают ему ужасные советы. Ну да, тут их можно в этом уличить, что, конечно, губами поддержку они дают абсолютную, да, но при этом, конечно, как-то не торопятся превратить ее во что-то ощутимое, блядь, в смысле физическое, да. В течение недели Зеленский давал отпор министру финансов президента Трампа, его госсекретарю и вице-президенту, прежде чем перейти к личным оскорблениям президента Трампа в прессе, сказал другой представитель администрации. Что, по его мнению, должно было произойти, задаются они вопросом. Что дальше? Несмотря на недоверие и гнев, команда Трампа продолжает переговоры с Зеленским, и новая сделка по правам на полезные ископаемые, которая станет частью мирного соглашения, уже не за горами. Нужно сказать, что кто-то из украинского правительства, по-моему, да, не помню кто, какая-то женщина, говорила о том, по-моему, вице-премьер по евроинтеграции, говорила о том, что мы на данный момент переговоров не ведем с администрацией, но рассчитываем на то, что сделку мы какую-то подпишем. Да, которая станет частью мирного соглашения уже не за горами. Проверка реальности. Сделка, о которой Трамп, по-видимому, договаривается, может быть весьма спорной. Судя по их публичным и частным заявлениям, ожидается, что команда Трампа окажет давление на Зеленского, чтобы тот отказался от Крыма, который Путин захватил в 2014 году, части Восточной Украины и Азовского побережья, оккупированного в результате вторжения России в 2022 году. Настойчивость США в притязаниях на долю прав Украины на добычу полезных ископаемых сравнивается либеральными критиками с мафиозным вымогательством, ну чем по сути и является, которые указывают, что страна потеряет права на землю и полезные ископаемые и мало что получит взамен. Интересно узнать, как это, блядь, юридически вообще возможно сделать. Это бутерброд признал, ну да, это бутерброд здесь написано, да, это не бутерброд, как говорится, да. Но звучит так, как it's a shit sandwich. Ну, в общем, да, мы поняли, что это, короче, сэндвич с говном, признал представитель администрации Трампа. Но Украине придется его съесть, потому что Трамп ясно дал понять, что это больше не его проблема в целом. Ну да, вот здесь в этом материале кратко пересказаны события, которые прошли за эти дни, да, все как бы суммировано. Сегодня еще были какие-то обновления. Трамп выступил, блядь, по какому-то звуку, как из жопы, жопному телефону в каком-то подкасте на Fox News. Почему-то многие люди говорят о том, что там надергали Трампа из контекста, да, и в целом он свой тон смягчил. Я, блядь, не понял, в чем он смягчил. Он все то, что говорил, то и сказал. Ну, не знаю. Не сказал он, может, чего-то нового, и это уже смягчение, что не пошел на какую-то более жесткую эскалацию. Но в целом риторику, мне кажется, ну, исходя из того, что я услышал, он сохранил прежнюю, да, и в оценках сторон конфликта, да, и в вопросе того, как он оценивает Россию, и, очевидно, в том векторе. Ну, тут тоже спорная информация. Марк Рубио, да, говорил, что быстрой перезагрузки не будет. Ну, быстрой не будет, но, скажем так,
какая-то разрядка, очевидно, в глобальном векторе они ее видят, да, с Россией, куда-то туда нацелены. И этим, очевидно, вызвано такое, скажем так, игнорирование Украины в контексте этих переговоров. Потому что, ну, мы помним, предположим, что такое оно и есть, да. Даже несмотря на то, что президент, очевидно, воспользовался площадкой Лекса Фридмана как местом очередным, где можно толкать адженду, как говорится. Но тем не менее мы помним, да, его взгляд на вопросы, мы его знаем, и он публичный, и вроде не скрываемый, и просто мы понимаем, что если бы привлекли туда нас в таком формате, хотя формат был такой, что, по идее, там должен был быть, ну кто, наш Сивоха, да, наш министр иностранных дел, то, ну, наверное, мы просто сразу бы переговоры эти сразу же провалились бы, они были бы сразу парализованы. Ну, это, думаю, понятно, да. Ну, в общем, к чему я это вел? Да, это я все к тому, что почему-то все, видно, что это важное требование, но почему-то вот все материалы аналитические упираются в то, да, что именно вот вперлись, блядь, капитально администрации Трампа эти ресурсы. Ну, я так это не вижу. Мне почему-то кажется, что капитально им вперлось то, чтобы Украина была покладиста и поддавалась на весь этот, на всю эту глобальную стратегию разрядки отношений. Безусловно, где Украина явно приносится в жертву, если говорить под Украиной, те, скажем так, амбиции мира, которые видят в Киеве и видели всегда, да. И в этом смысле хотят управляемости Украины. И ресурсы здесь, ну, наверное, играют второстепенную роль, хотя Украину пытаются, безусловно, к этому принудить и не оставить пространства для маневра. Но просто если говорить о причинах такой жестокой критики со стороны Трампа, то я думаю, что это именно попытка обуздать, да, попытка контролировать и попытка добиться того, чтобы Киев не отсвечивал по вот этой линии, по линии переговоров. Мне кажется, это первопричина. В общем, если бы я выделял первопричину такого обострения отношений, помимо того, что отношения явно нерадужные были изначально, и думаю, здесь сыграло роль все, то, что у них отношения не сложились тогда с 19 года, по всей видимости, то, что вовсе президента ожидали, но, видимо, ожидали, потому что верили и не хотели верить, что победит Трамп, ожидали победы Камалы Харрис, если верить РБК Украина. И еще каким-то материалам, которые говорили о том, что Андрей Борисович Ермак и офис президента все-таки надеялись на победу Камалы Харрис. В общем, это все суммарно, да, если вспомнить, что администрация Трампа, Белый дом комментировал про выборы во время войны еще до Мюнхенской конференции и переговоров в Эр-Ярде, да. Ну, в общем, на фоне этого всего, я думаю, что все-таки обострение такое именно вот в публичной плоскости, оно связано все-таки с тем, что хотят сделать Украину управляемой в рамках именно договорняка, да, заставить ее идти на все условия непрекословно. А ресурсы приятным бонусом идут, приятным бонусом. На самом деле, блядь, такая тяжелая ловушка с этими ресурсами получилась. С одной стороны, мы с вами обсуждали, да, что задним числом судить довольно глупо об этом получается, да, потому что мы с вами помним план перемоги. Просто сейчас многие, да, например, один из тех, кто не боится, по крайней мере, офису президента как-то противостоять, ну, за что я его лично, ну, в этом смысле, вот в этом вопросе конкретно какое-то уважение он вызывает, потому что мне кажется, что сейчас самоцензурироваться в политическом смысле, ну, это никто не оценит. Благодарности за это никакой не будет. Неизвестно, что будет со страной и как это поможет ее будущему, но если все время пасовать перед офисом президента, то точно все закончится плохо для тебя персонально, если ты политик. Это я просто Гончаренко, да, один из тех, кто не боится что-то еще говорить, то вот он и говорит о том, что, ну, такая банальная вещь, что президент сам создал эту ловушку, сам им эти ресурсы предложил, чем назвал на нас эти казни египетские. Ну да, задним умом мы это понимаем как-то, да, ну сейчас это можно так формулировать, но если возвращаться тогда, да, то мы понимаем, что президент пытался как-то завоевать доверие, как-то вызвать потепление, да, и как-то сагитировать, сотрудничать с нами, республиканцев. Но во что это вылилось, вы видите, в такой наглый, блядь, наглую попытку нас нагнуть, и которая, наверное, увенчается успехом по итогу в той или иной форме, потому что деваться-то нам некуда. И я думаю о том, какую-то, интересно, форму в дальнейшем приобретет. То есть очень сложно говорить о таких абстрактных вещах. То есть как это будет выглядеть, как какой законопроект или какой пакет законопроектов, то есть что это из себя, блядь, должно представлять. Как это должно удружиться с украинскими законами? А что вообще там в нем будет, в этом законе, да? То есть смогут ли они договориться до каких-то символических вещей? Или это, блядь, а судя по настрою, это прям будет, блядь, реальный грабеж, и дело будет не в ресурсах, а, как они писали, в приватизации целых секторов экономики.
Очень интересно узнать. И интересно узнать, а как это будет интересно выглядеть в дальнейшем, хорошо, если Украина выживет, да, предположим. Какую это будет иметь форму при дальнейших администрациях? Ведь отказаться, если подумать просто, да, разница между США и Россией, она в том, конечно, что от каких-то требований России в будущем, может, можно будет как-то спрыгнуть с них, отказаться от каких-то обязательств, да, признать там незаконными какие-то решения парламентариев, судить, ну, типа там как с базой флота, да, в Севастополе, ну, вот что-то в таком духе, да, то, блин, вот складывается такое впечатление, что, конечно, с американским государством так не получится. Очень сложно будет потом отказаться от каких-либо обязательств, потому что, ну, а чем это может в будущем, что это может в будущем сулить? Введение санкций, отказ на наше какое-то финансирование, что они обычно и всегда, как правило, как классика, используют как рычаги давления. В общем, это очень усложняет просто ситуацию, да, в этом смысле. Если разбираться между такими разными требованиями разных каких-то сильных стран к нам. Это просто вот такие мысли, и да, я все это рассказывал, да. Тут просто пофантазировать на тему ресурсов и нашего будущего с ними, потому что все-таки видно дожимают. Хоть в офисе президента последний комментарий, который я видел, он анонимный, по-моему, и его дали Суспильному. О том, что пока что еще нет типа договоренностей каких-то по ресурсам, мы с Китом Келлогом к такой договоренности не пришли. Но оно и понятно, мы видели, что ну, не было и пресс-конференции, и все такое. То пока что такого видения нет. Но тем не менее все говорят, что будет что-то подписано. То есть это, в общем, просто пофантазировать на эти темы. Но я хотел донести основную мысль, что мне кажется, что несмотря на то, что все медиа акцентируются на том, что ресурсы здесь ключевое, да, Трампу именно не нравится, что не получается раззуть Украину так нагло. Я думаю, что все-таки, наверное, нет. Наверное, все-таки, мне кажется, вопрос, скажем так, принятия Украины той и переговорной модели, и вырисовывающихся уже явно невыгодных президенту Зеленскому и Украине, в том числе, да, да, итогов этих мирных переговоров и векторов, в которые они движутся. То есть тут первостепенно какие-то крупные такие геополитические там перезагрузки, разрядки, а Украина выступает просто таким, ну, второстепенным и, ну, жертвой, скажем так, этих разрядок. Ну, вы знаете, там еще есть несколько материалов, которые можно почитать на эту же тему, но я особо смысла не вижу, давайте просто по каким-то таким же ужасным, блядь, и депрессивным новостям пройдемся. Например, как такие, что Нью-Йорк Таймс сообщает о том, что США настаивают на удалении всех проукраинских формулировок из заявлений G7, да, которые там будут. На этом же фоне Reuters сообщает о том, что США впервые отказываются быть соавторами резолюции ООН об осуждении военной агрессии Российской Федерации против Украины. Я это все просто, наверное, эти новости выписал не только по причине того, что они, блядь, депрессивные, да, и какие-то наводят нас на грустные мысли, а, наверное, еще и чтобы как-то вам попытаться, может, подсветить, да, тот все-таки курс и вектор, куда, наверное, развиваются эти все вещи, связанные с переговорами США и России, да. То есть, что это какие-то более глобальные процессы, несмотря на то сдержанные, то какие-то более радикальные комментарии сторон, да, потому что везде информация очень противоречивая, да. Марк Рубио говорит о том, что мы, во-первых, он говорит о том, что вероятность переговоров Трампа и, согласитесь, это сильно контрастирует со всем тем новостным фоном, в котором мы живем. Он говорит о том, что сама вероятность встречи Трампа и Путина, эта вероятность, она зависит от того, насколько Москва готова прекратить войну. То есть нужна готовность и желание прекратить войну для этой встречи. То есть нужны какие-то шаги, говорит он. Нужно сказать, что только говорит, да, госсекретарь. Если вдуматься, это не очень радикальный комментарий. Такие же комментарии он говорит и про снятие санкций, да, что для снятия санкций нужны какие-то реальные действия. И там, если его послушать, он говорит только о том, что, ну, нам нужно, потому что даже в самые тяжелые времена холодной войны, как минимум из-за опасностей, которые это несет, нам нужно восстановить дипломатическую связь, да. При этом где-то поступает еще, при этом где-то бывают более радикальные, более, ну, пророссийские, если угодно, комментарии, да.
Но в целом картина, мне кажется, да, исходя из вот таких косвенных признаков, да, она подтверждает то, что это какой-то более глобальный процесс, и поэтому он, наверное, так жесток для Украины. И с этим уже, наверное, связаны в том числе и политика администрации и Трампа непосредственно в отношении президента Зеленского, да, в разрезе критики. Как бы починить этот винтик, да, в процессе этих глобальных каких-то разрядок, вот. Касательно противоречивой информации, не менее, блядь, противоречивая информация, да более куда противоречивая информация из Европы, да, я ее даже не выписывал, но потому что, ну, невозможно бесконечный поток противоречащей друг другу информации про армию, да, про ввод войск, про какие-то гарантии и про их взгляд на то, как должна завершиться война, должна ли завершиться и так далее, и так далее. И, ну, ничего, кроме как задаться целями, да, вот такого блефа, да, очевидно, что, видимо, армии не будет. И если и будет, блядь, вопрос не одного года, да, там, чтобы им раздуплиться, что называется, и начинаешь задаваться вопросом, типа, на что расчет, типа, к чему тянут время, да, и почему не могут выработать какую-то общую, консолидированную, не то что позиция их понятна, да, Трампа не любим и политику не поделяем, а именно какой ответ к этому они готовят, да, ощутимый или какую альтернативу для Украины. Этого пока что нет. И, блин, время идет, да, ну, к концу февраля было бы неплохо что-то предложить. А пока что идеи только мы готовы столько-то войск дать, потом нет, мы, блядь, типа войска вообще давать никакие не будем. Но, типа, до последнего держимся. Ну, это, в общем, тоже не очень утешительно выглядит. Думаю, особенно это неутешительно воспринимается в офисе президента непосредственно Зеленским, потому что ему сейчас какую-то соломинку такую, за которую бы уцепиться, но никто ее почему-то давать особо не настроен. Ну, по крайней мере, публично об этом не говорит. Ну, это уже последняя новость из разряда юмора, но зато она оптимистична и позитивна. Не все новости здесь против Украины. Это то, что один из близких к Трампу соратников, Стив Беннон, исполнил жест сильный в поддержку Украины, как и Илон Маск. Ну, за это мы ему благодарны, наверное, и не более. На этом новости закончились, друзья. Можно почитать оставшиеся статьи, например. Но что-то такого градуса говна нагнали, наверное, чтобы, блядь, не наступило... Ну, чтобы что-то плохое с людьми не случилось. Хотя, ладно, давайте прочтем. Чтобы плохое что-то с настроением людей не случилось, и они какой-то горячки не напороли, может, не следовало читать. Но давайте, бы мне самому интересно. Несколько каких-то материалов. Ну, сейчас все материалы в тонах говна, и позитивных материалов нет. Поэтому The Economist. Команда Трампа хочет избавиться от Владимира Зеленского. Давайте прочтем, почему они хотят это сделать. Президент США назвал президента Украины диктатором. Диктатором без выборов назвал его он. 3 года Украина пережила то, что когда-то было немыслимо. Воздушное и наземное наступление на ее столицу, кровопролитная война на истощение, ракеты, дроны, планирующие бомбы, казни без надлежащего судебного разбирательства. Теперь открылся новый фронт. На этот раз неожиданно с Запада. Наглое заигрывание Дональда Трампа с Россией публично застали врасплох президента Украины Владимира Зеленского. Ну, может, можно и так сказать. Просто как, блядь, не застаться врасплох, когда ты по рукам и ногам связан? И он начал проявлять свой гнев. Во вторник, 18 февраля, Зеленский отменил давно запланированную поездку в Саудовскую Аравию, заявил, что не хочет участвовать в переговорах, которые там проходят без него. Ну, тут, блядь, если задуматься, не было особо выхода, да. Если туда поедешь, то потом никак не сможешь избавиться от того, что ты в них участвовал. И в какой-то форме. Нас не приглашали. Это было неожиданностью для нас. Я думаю, для многих других тоже. 19 февраля Трамп ответил, назвав Зеленского диктатором. Решение Трампа вести переговоры с Владимиром Путиным и его явное желание реабилитировать Кремль шокировали политический класс Киева. Ну, я думаю, они на это, это был тот вариант, который они в том числе рассматривали. Но сейчас мало кто по-настоящему удивлен. Наше психическое состояние было не очень хорошим в тот день, когда мы услышали эту новость, говорит высокопоставленный депутат от партии Зеленского, может, Давид Арахамия. Но мы ожидали этого. Ну, я вот такое предполагаю, что типа хуёво, но ожидаемо.
Ни для кого не было секретом, что представители Украины обнаруживали, что двери в Вашингтоне захлопнулись. Мы поняли, до какого уровня российские нарративы укоренились в Америке. Оппозиционный депутат описывает чувство дурного предчувствия в парламенте Украины, то есть в Верховной Раде, поскольку депутаты готовятся к перспективе того, что им, возможно, придется голосовать за унизительное соглашение о прекращении огня, а еще перед этим голосовать за унизительное ограбление Украины на ресурсы. Но это я от себя добавил. Даже если Украина выйдет из войны, стране предстоит борьба за выживание. Люди, политики и солдаты истощены. Сотни тысяч убитых и раненых. Ну, нужно ли говорить, да, что Трамп во всех там этих, блядь, упоминаниях опять загибал про старинные церкви, красивейшие города, про все уничтожено. Я шутил, что Киту Келлогу надо было сказать, что это нормальное состояние Киева. Еще и, кстати, не такое плохое, не такое плохое может быть, как было пару лет назад. А он подумал, что это все уничтожено. Сотни тысяч убитых, миллионы возможно, треть из 4-3 миллионов украинцев, бежавших в Европу моложе 18 лет. Многие из них никогда не вернутся. Сделка без долгосрочной да, блядь, ну нельзя тут не сказать, не отдать должное. Тоже в сопрезидента говорят, что начали выдавать документы украинцам за кордону человечего полу, теперь даже без резерва. Если это правда, как мы оцениваем эти действия офиса президента? И его конкретно риторику про то, что съебались, бросили. А теперь, когда понятно стало, что, видимо, вероятность выборов высокая, то мы пытаемся завоевать там какую-то лояльность. Ну, идиот, идиот. Конечно, еднайтесь обязательно вокруг. Многие из них никогда не вернутся. Сделка без долгосрочной безопасности подтолкнет еще больше родителей к отправке своих детей за границу, что усугубит и без того ярко выраженное демографическое неблагополучие Украины. Нужен мир, говорит высокопоставленный украинский чиновник. Нам нужен мир. Вопрос в том, чтобы мир, который не добьет нас одновременно. Да, вместе с миром, в смысле. Семьи с сыновьями с подростками сталкиваются с особенно трудным выбором. Либо они отправляют своих мальчиков в Европу, пока закон еще дозволяет, пока закон еще позволяет, либо позволяют им остаться и рисковать всем, либо у них денег нет и мозгов. Перед такой дилеммой стоит бывший военный Сергей Василюк. Сначала он и его жена согласились, что их 17-летний сын Андрей должен уйти. Уехать. Но его сын настаивал на том, что он не видит своего будущего где-либо еще и что он пойдет в армию, как только у него будет законная возможность. Его мать по-прежнему решительно против. Сергей, который видит своего сына в широко раскрытых глазах новобранцев, которыми он руководил в начале войны, неохотно соглашается на его поддержку. «Если не будет таких детей, как он, не будет никого», — говорит он. Несмотря на всю неразбериху, до сих пор нет ничего, что... Блядь, страшная история на самом деле. Несмотря на всю неразбериху, до сих пор нет ничего, что напоминало бы сделку пока что. Но пока многое развивается по худшему для Украины сценарию. Многие из ее элиты опасаются, что риторика, исходящая от команды Трампа, повторяет российскую ловушку, призывы к прекращению огня без гарантий безопасности и немедленными выборами, которые могут подорвать украинское единство. Похоже, что Трамп хочет избавиться от Зеленского, которого он никогда не любил и которого считает сложным, говорит бывший дипломат. Блять, это ж, пацаны, буквально повторение той пасты, что с ним нельзя договориться, с ним нельзя порешать, многие его за это и не любят. Это ж буквально это и есть реально. Речь идет не о выборах, а об избавлении от Зеленского. Скорость Трампа, хорошо, а что нам с этого, да, что он такой? Скорость Трампа, вероятно, приведет не столько к быстрому миру, сколько к неприемлемому предложению Украине. В этом случае господину Зеленскому придется затянуть процесс, а в этом промежутке вести переговоры. В отличие от Трампа, украинский президент не раскрыл свои красные линии. Готовность сесть за стол переговоров с убийцей, под которым он подразумевает Путина, является достаточным компромиссом, заявил он изданию на прошлой неделе. Сказал красиво, да. Но Зеленский, и это не первый раз он говорит, но Зеленский уже дал понять, что не согласится на прекращение огня без гарантии безопасности или на любую сделку, заключенную за его спиной. Высокопоставленный украинский чиновник говорит, что маловероятно, что Украина когда-либо официально признает потерянные территории в рамках сделки. Но это точно нет. Но признает, что членство в НАТО воспринимается как отдаленная перспектива. Я бы сказал, как отдаляющаяся перспектива. По его словам, Украина может согласиться на продолжение связи с западными армиями, отсутствие серьезной демилитаризации. Вот эту я вам, друзья, строчку говорил. Отсутствие серьезной демилитаризации. Я, блядь, не считаю, что такой вариант есть. Типа, есть либо принуждение нас к демилитаризации, либо вообще условия, которые не затрагивают нашу армию. Да, отсутствие серьезной демилитаризации, непрерывный поток оружия и денег, а также иностранные миротворческие силы. Размер этой силы имеет меньше значения, чем факт ее присутствия. Как только они окажутся здесь, мы считаем, что им будет трудно уйти.
Теоретически Украина может продолжать воевать вопреки сделке с Трампом. На практике его рука со временем ухудшается. Интересно, это тоже из карт термин сейчас, из покера. Война жестока для обеих сторон, но в большей степени для более бедных и малочисленных украинцев. Украинская армия показала, ну я не знаю, более бедные, чем россияне, но это же, наверное, какая-то пропаганда. Украинская армия показала большее мастерство на уровне своих подразделений, но есть серьезные проблемы на оперативном уровне и заметное отсутствие стратегического планирования. В фронтовых бригадах заканчиваются кадры, некоторые из них составляют менее трети от обычной численности. Между тем, у Трампа есть много рычагов, за которые он может потянуть, чтобы навязать решение. Он может и весьма вероятно сократит или прекратит военную помощь. Он может в одностороннем порядке отменить санкции в отношении России. Он может отказаться от другой жизненно важной поддержки, такой как целеуказания в реальном времени и Starlink. Основа связи на поле боя в Украине. Есть новые обходные пути, но отключение этих систем было бы больно. Как сказал один высокопоставленный американский чиновник, если Зеленский сможет мобилизировать 18 и 20-летних мужчин, возможно, стоит бороться. Если он не может, он должен принять наилучшую сделку, которую он может. Шакалы. Поскольку Европа исключена из этого процесса заключения сделок с Трампом, многое теперь зависит от Зеленского и его воли к борьбе. Да, охуенно дохуя зависит, блять, пиздец. У него есть веские причины сопротивляться жестким требованиям. От этого зависит его работа и его место в истории. Но противостоять американскому лидеру, который процветает за счет использования врагов для самоопределения, будет опасно и психологически тяжело. Инсайдеры опасаются, что Зеленский отступает в еще более узкий круг. Как раз в то время, когда он нуждается в самой широкой поддержке. Нет никого, кто был бы готов сказать ему «нет», жалуется один из них. И он совершает ошибки. Многие украинцы также явно разочарованы своим военным лидером. Внутренний опрос, обнародованный The Economist, показывает, что хотя Зеленский остается самым популярным нынешним политиком Украины, он проиграет будущие выборы Валерию Залужному, своему бывшему генералу, которому еще предстоит заняться политикой. Или не заняться. В январе опрос общественного мнения, или поддержать Зеленского, да. В январе опрос общественного мнения показал, что доверие к Зеленскому упало до 52%. Вот наш Лебедь, по-любому, генерал Залужный, стопроцентный. Лебедь, в смысле генерал Лебедь. Что является самым низким показателем за всю войну, что значительно ниже 90%, которые доверяли ему в начале вторжения, хотя и значительно выше 4%, предложенных Трампом 18 февраля. Если все это кажется опасным, то это не самый худший сценарий. Настоящий украинский кошмар возникнет в том случае, если Трамп будет полностью реализовывать кремлевский план. Прекращение огня без эффективных гарантий безопасности, выборы, которые приводят к политическому параличу, слабому президентству. Вот слабое президентство, кстати, недооцененная во многом опасность выборов тоже, да, когда вы спрашиваете, почему я против выборов, в том числе и потому, что, конечно, следующая политическая сила, она уже не будет такой сильной, кто бы там, блядь, ни был, она уже не будет такой сильной, как конфигурация вот эта. Они узурпировали и парламент, ну как законно, да, и парламент, ну, блядь, конечно, относительно законно, если брать ОПЗЖ, которые они держат в заложниках, но тем не менее они узурпировали и парламент, и офис президента, и такой конфигурации уже не будет, а поверьте, это сильно нам облегчает жизнь, да, ведение этой войны, так бы вообще, блядь, не получилось, ну тоже итоги ее какие, ну, тем не менее, да, слабое президентство однозначно, ну, типа, при любом другом раскладе это огромный плюс, но, хотя тоже, скажешь, при любом, какие-то и реформы проводились благодаря этому, успешные в Украине до войны. Ну, в общем, да, раздробленному парламенту, затем демобилизация, массовая миграция и начало внутренней дезинтеграции, нихуя себе, дизентерия полная. Единство, проявленное украинцами в первые дни войны, останется в далеком воспоминании. Это далеко не невероятный сценарий, признает один из чиновников. Помните, что в стране 1 миллион единиц оружия. Вы даже можете купить трофейный российский танк на передовой за 100 тысяч гривен, $2400. Ну да, попизди, блядь, попизди. Да, конечно, побежал, блядь, покупать. Он рассказывает, блядь, про трофейный российский танк за $2400. Мне вчера, блядь, скидывали, что прикол, чине. Какой-то, блядь, очень большой площади, но деревянный сортир в центре Полтавы за $13 000. Я написал, что за него можно дать $1000, ведро собачьего говна и шубу в придачу старую. Да, ну в общем.
Есть мало признаков того, что Путин отказался от своей цели сокрушить украинское государство. Глядя на своего 17-летнего сына, Сергей Василюк предсказывает, что Украина будет оставаться в состоянии войны, по крайней мере до тех пор, пока этот ублюдок Путин будет дышать. Но по его словам, он также считает, что по-настоящему критический момент для его страны прошел в первые несколько дней войны, когда его поколение остановило колонны российских танков у дверей Киева. Теперь эстафета передается поколению его мальчика. 3 июня Андрею исполнится 18 лет. Младший Василюк планирует в этот день сделать две вещи: поступить на заочный экономический факультет и записаться в одно из элитных штурмовых подразделений Украины вопреки своей матери. Даже если война закончится, даже если будет достигнуто прекращение огня, нам понадобится новая сильная армия, чтобы она никогда не началась, говорит он. Маму слушай, ебаный свет. Это, да. Ладно, давайте. Блумберг. Украина всего лишь пешак в российской перезагрузке. Ну, да, такая жестокая правда. Нам нужно переосмыслить подход Дональда Трампа к прекращению войны России в Украине, перевернув это предложение с ног на голову. То, о чем он договаривается, это перезагрузка с Россией, что делает Киев и его будущее просто самой ценной картой, которую президент США может обменять. С этой точки зрения нет причин удивляться тому факту, что Украина и Европа отсутствовали на встрече, блять, но это просто повторяет мои слова за все предыдущие стримы, поэтому я это нахуй читать не буду. Так, друзья, читаю ваши сообщения в чате, ваши мысли по поводу горемычной судьбы нашей и Украины, и в целом, тех, кто здесь остался. Да. Семен Семенович угощает голубцами с говном. Во-во-во. Между Зеленским и президентом Украины. Да ебать его в корень. Ну я, пацаны, не знаю. А что же я там мог иметь в виду? Между Зеленским и, наверное, президентом Америки. Ну, простите мне, реально, мозг это не самая моя сильная часть. И, естественно, я именно ее решил использовать. Бля, я постоянно теперь пытаюсь избегать, чтобы не получилось между США и Америкой. Но вот, блядь, между Зеленским и президентом Украины я проебал как-то моментик. Вот сучка. Да, ну ладно, блядь. Ну ладно, нахуй. Завидую людям, которые могут вот так хуяк и чёс погнал. Ты. Вот как хочу с ним обязательно провести совместную какую-то трансляцию для того, чтобы раскрутиться потужно в том числе. История всего, да, который Владислав Ньюс. Вот он так чешет хорошо, я ему завидую, реально, это дар, который прям талант, и его нигде не купить, не получить. Оставишь, вот оставлю. Шо, вот який положняк зрада? Ну, конечно. Украина это не сэндвич с говном, чат мертвый. Трамп, то он реально поубавил. Бля, хуй вас знает. Слушайте, ну я не знаю, а шо было бы не поубавил? Я вірно розумію, США самі посралися з нами. Перші почали бикувати, а потім кажуть нам вибачися і йти на поступки. А, ну це да, це правильно. И самое обидное, что придется идти. Сивуха умер. Здорово, есть второй. Как вы относитесь к аниме играм? Нормально. Агрорейх Будда Великий, да. Трамп идиот, да, Трамп вообще хуёвый. Мелания Подоляк. Мелания. Круто. Нет, друзья, это настоящий американец из Сан-Хосе, по-моему. Привет, Гатан Оранжа. Жаль только, что он бедный. Несмотря на то, что он американец. Это, конечно, охуенно. Но это только с нашим везением, возможно, моим лично, персональным. Я такой же везучий, як Україна. Це тому, що я гордий син свого народу, що вгору йде, хоч був запертий в льох. Какой смысл капитулировать сначала перед США, потом... Сначала перед США, потом перед РФ, если можно сразу перед РФ. Ой. Я би хоч що зараз підписував, в 28-му році при демократах кинути американців, вони стерплять, як вони нас з Будапешт. А в том-то и дело, блядь, может и не стерпят. Скажут, конечно, да, Трамп, конечно, блядь, был вообще гнида и, ну, зло воплоти. Но договоренность есть договоренность, знаете. Экспорт ресурсов – основной источник валюты для Украины. Без них экспортировать только сельхозпродукцию, я думаю, это, наверное, основной источник валюты. Можно, это значит, у кого в руках сырье, тот контролирует страну во многом. Да, наше легендарное сырье. Я думаю, тот, кто контролирует страну, тот контролирует страну во многом. Пиздец все это. Открываешь новости и просто огромная пизда. Может, это порносайт был? За кого украинцы голосовали на выборах президента США? Это интересный вопрос. Ты имеешь в виду американцы украинского походження, в смысле?
украинцы, но с американскими паспортами или что? Я, кстати, не знаю. Наверное, за Трампа. Бо обычно наши люди всегда за такое голосуют. Ну, в смысле, я не выношу этому оценок просто. Вроде как так принято. Так, я чув про дезінтеграцію. Чудовий альбом від The Cure. Cure. Да, это да, ну що тут сказати, ну да. Надо лівати з України, удачі. Після таких статей відчуваєш себе тим самим відпіженим качуром. А як би пожити з таким світовим хуядерным? Ну, блядь, раньше не было таких статей, но кардинально наши перспективы были все равно плачевные. Просто вам об этом не говорили, что ли, так? Американцев бедных не бывает, это сюр, я нашел. Вы можете сами спросить Гатанараджу. У нас есть на YouTube запись, где я с ним разговариваю в Дискорде. Это интересно. Это на канале с хайлайтами. Как-то там желток оформил, типа, разговор с американцем. Я думаю, это гамбит, турецкий гамбит Трампа ради того, чтобы россияне воевали против Китая. Ну, это не лишено смысла, конечно. Мы это обсуждали всегда и держим это в поле зрения, и видно, что процессы глобальные, но... А как, представьте, как там в аппарате у Путина напрягаются, типа, ну вот сейчас, да, что нам, как нам? Кидануть как-то слишком мощно Китай, потом же вообще можно в жопе остаться. Бо это их, ну, наверное, главный козырь вообще, что вот в рамках этих каких-то глобальных сил они могут Китай как-то поддерживать. Ну, тоже, если подумать, этот их такой статус, да, балансира, он же не проебется, наверное, никогда. Знаете, должен быть баланс в мире. Качура перестали булить, начали булить Зеленского и Украину. Думаешь, надо вернуться к буллингу Качура? Ну, его как бы перестали булить, но он все равно не свой, видно, что он не свой в их компании. Как-то так сложилось. А как его из буллинга вывел? Тем, что начал отдельно кормить и поить, то он окреп, стал бычком и перестали его, начали уважать. Ага, я как украинец голосовал за Трампа, как гражданин ДНР за Канни Веста, как гражданин РФ голосовал за Байдена. Неплохо. Канни Вест это вообще, блин. Все зигуют кругом, Канни Вест в дураках остался. Вот так всегда. Ему надо было патентовать. Привет, у меня есть идея про Трампа. Вадим Яицкий. Хорошо. Кстати, как думаешь, будет ли новым президентом Залужный? Возможно ли, если да, будет ли Украина похожа на большую казарму? Да нет, думаю, Украина будет похожа на большую Украину. А может ли быть? Да, может быть президентом. Но, по крайней мере, сейчас он как-то амбиций таких не проявляет. Ну, мне кажется. Не переживай, американец твоего чата станет богатым сразу после сделки по полезным ископаемым. Да, Гатанеранджа, ты там потом хоть какую-то долю, блядь, зашли. Да я понимаю, что у вас там 0, блядь, и хуй процента владеет всеми богатствами в Америке, но вдруг... У нас на самом деле тоже, просто мы об этом не говорим и не задумываемся, мы не смотрим наверх. Да, это очень фильм, типа, серьезный. Этот фильм, вот это «Не смотрите вверх», что-то там, блядь, с Ди Каприо, да, по-моему? Этот фильм, он в Украине, блядь, уже скоро вытеснит Гарри Поттера. Реально, и это жестко. Почему в новостях не обсудили важнейшую новость, что Мелания Подоляк обоссала магазин Теслы в Киеве и запустила фото процесса? Реально такое было? Ну, ты сейчас написал, я не удивлюсь, если это правда. К тому же она же когда-то говорила, что Зеленский диктатор, кто помнит, как Лукашенко. Ну, в смысле, по крайней мере, есть фотография, где... Ладно, неважно. Я вашим фейкам не верю в новостях, что вы пишете. Вы мне лучше скажите не какие-то сильные слова Лехи Арестовича, хотя Леха Арестович там жестко попесочит президента. Вы лучше мне расскажите, чи развелся он с женой, бо мне интересно, вакантна ли посада. Сапига 2004 года пишет, нам пизда. Вам? Ну смотри, блядь. Тебе еще до пизды, да? Если не дурак. Если не дурак. Блядь, не могу посчитать, сука, ты подожди. 4 года, походу, да? Ну там, блядь, люди поумнее напишут в чате. Денис, вот ты постоянно критикуешь президента и в целом власть в стране, но при этом ты категорически против выборов. Тогда что ты предлагаешь? Ну, хотелось бы, да? Чтобы меньше ошибок было у уже существующего президента, да? А для того, чтобы это случилось, нужно, чтобы поддержка у него меньше стала, мне кажется. Такое общественное одобрение стало меньше. И тогда выбора будет мало. Или бежать, или что-то менять.
Ну, вообще, это просто гипотетически. Это все невозможно. А все, что можно, это сосать. Вот. Так что да. Бывают такие ситуации в жизни. Не сказать, что редкие. Которые невозможно исправить. Ну, типа вот. Ошибся так, что исправлению не поддается. Понятно? Такое бывает. Не все можно исправить. Не везде можна помочь. Як казав Кондратюк, не всремось саме так. Черная рубаха, траурна. Ну, во-первых, еще галстук красный. А во-вторых, ну, не знаю. Песня у Джонни Кэша есть. Man in Black. Бежать куда? Не, это не нам бежать. Это я президента имел в виду. Вам бежать некуда. Вы что? Ебать вы юмористы. Это как вот тот переиначить, понял, вот ту шутку, блядь, про то, что там патриот спрашивает кого, а либерал куда. Типа бежать кому? Им бежать, вам некуда деваться с подводной лодки. На сети терпеть. Ну или это, да. Еднаться. Просто я не знаю, мне никто не платит, и нет никакого абсолютно резона, да. У меня мизерная абсолютно аудитория, да. Нет никакого резона, никаких обязательств поддерживать хуйню нелогичную, неприятную. Ту, которую я всегда критиковал. Это просто идти на поводу мнения общественного. Ни зачем. Влияния никакого это ни на что не имеет. Не, да, то есть под давлением общественного мнения, а команда «Слуги народа» может изменить свою политику и придать бразды правления кому-то более компетентному. Ну, хз. По-моему, уже глубоко наплевать на мнение народа, будь там хоть 1% поддержки. Ну вот, ты ответил на свой вопрос, но подразумевает ли твой ответ, как-то логически из него вытекает, что нужно это все поддерживать и одобрять, не критиковать, целовать в сраку, говорить, да, грешной, да, много натворил ошибок каких-то и продолжает, и как бы курс он взял, да, на такую политику, которая подразумевает только нарастание этих ошибок. Но ничего, все равно надо любить, бо другого нет. Ну не вытекает же никак, правда? А то все, конечно, маловероятно. Они же не дают такому прорастать, да. Они, наоборот, ограничивают критику, избавляются от голосов неудобных и так далее. То есть это вообще невероятно. То, что мы перечислили, невероятно. Просто спросил, как я хотел. Я хотел бы, может, это какой-то выход. Хотя в наших условиях, каюсь, грешил, но с каким удовольствием, с каким кайфом. Так я не говорю, что надо любить. Просто, по-моему, логичный выход — это выборы. Ну, логичный, но разрушительный, правда? Может, вы это не до конца понимаете. Просто вот вы можете в миниатюре это наблюдать на примере народного депутата від Европейской солидарности Гончаренко. Только таких голосов станет везде повсеместно много, и это станет доминирующим дискурсом. Дальше невозможно будет ни мобилизацию там поддерживать, нихуя такого, подожди. А главное, что и власть на это не особо хочет идти, да. Салам алейкум, Джахар Дудаев. Алейкум ассалам. Салам мятежной братве. Рассуди по понятиям. Трамп зашкварился своим заявлением о том, что кого-то накормят чем-то. Он этого не говорил, нужно сказать. Это не его заявление. Неизвестно, существует ли даже это заявление в принципе, да, потому что оно от анонимного источника, скажем так. Вот. Э, Да, а так то это нужно у чата GPT спрашивать. Он неплохо по понятиям раскидывает. Выборы, чтобы что. Война закончится, мопки не будет, у русов не станет. Только нам и станет хуже. Видишь, вот такой взгляд тоже есть. Я давно не дивився те. Ти вважаєш, що Трамп гройсмейстер або ватник? Я вважаю, що Трамп президент Америки. И все. А кто он там? Ну, еще он такой ебантяй нихуевый. Ну, это вроде не секрет. И все тут. Попытайтесь смотреть на картину шире. Потап агент РФ. О, блядь, только сегодня вспоминал эту мульку. Его завербовала КГБ СССР в 1987 году. Экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана Мусаев. Да, была такая тема с Потапом. Говорят, что он приехал куда-то, типа, ну вот там, к своим любимым славянским куколкам, в Украину, возможно, даже, да. Ну, в те времена, типа, позднего СССР, да, когда уже начался какой-то, так сказать, культурный обмен. Вот Потап приехал и попросил кого-то насрать на себя. Ну, и, естественно, эта контора именно такими инструментами и работала, КГБ СССР. Именно так Потап и попал в их зависимость и теперь исполняет. Трамп прикинув хуй к носу і вирішив кинути людей X. Ну, вирішив, що нам тепер зробити. На 9 травня запускаємо по повній. Кажуть, до хуйла на мавзолей має приїхати рижа мавпа. А ще там буде Вінні-Пух, може троїх зразу, так сказати. Хороша ідея.
Ну, люди же это не тупое быдло. Я верю, что они смогут выбрать достойного кандидата. Тоже правильно, но тут, к сожалению, это никак не помогает. Тупое они быдло, не тупое они быдло. Стримера завербовали в 2088 году. Ну да, это я вообще про себя рассказывал на самом деле, да. Я одного не понимаю, ну окей, ты попросил золотой дождь, фистинг там или кал на лицо, ну и... По мне, пусть лучше сольют инфу, чем на контору работать. Ну, если ты уже сильно заработался, то за тобой еще и багаж работы на контору. Ты как бы двойной уничтожающий удар получаешь. Во-первых, рассказывают, как ты просил золотой дождь или фистинг. Это мы все обсуждаем, как Потапа завербовала КГБ. Да, попросил золотой дождь или фистинг там или кал на лицо, это рассказывают. Еще и выясняется, что ты, оказывается, работал на эту разведку. Как бы вообще пиздец, правда. Уже все, доверия не будет. А может ты не только это, еще что просил? М? Ну так. Пане стрімер, за кого будете голосувати на можливих виборах? За Зеленського. А если Зеленский к тому времени кокнут его или что-то, то за Арестовича. Очень нормальная мысль, хорошая. А за Гончаренко? Не, за Гончаренко я голосовать не буду. Ну, во-первых, не знаю, будет ли он там как-то баллотироваться, а во-вторых, пошел он нахуй. А чого не сразу за Арестовича? Ну, не знаю, поки що не понял. На ухилянтів це якось вплине, залежить від того, де вони знаходяться. Якщо в Україні, то звісно вплине. Якщо за кордоном, то вже без різниці. Вот это несется. Даже дедушку Илларионова привели в ахуй. О, представляю. Есть вопрос не по теме. На инаугурации президента Украины президент клянется на Конституции и огромной старинной книге. Что за книга, никак нагуглить не могу. Это вроде Пересопницкое Евангелие. Та здоровенная, типа такая ветхая книга. Пересопницкое Евангелие. Стример. Чего нет настроения, друзья? Настроение у меня нормальное, обычное. Забойко. Фамилия украинская, и морду он набить может. Помните, как он Ляшку вдвинул? Типа тоже серьезный и решительный лидер, прям как наш президент действующий. Он бы такого не потерпел обращения. Ему бы что-то говорит этот Беннет, да, или как там, Бессент, блядь. Ну, короче, министр финансов США, типа, отдай нам все, что вы тут награбили. Да мы теперь будем грабить. Он говорит, ты шо, сука, тух, блядь. Уже б такого разговора не было. Ну, в общем, да. Стиль собачки, охуенно. Так вот, настроение нормальное у меня, как всегда, просто хули радоваться. Мне надо 2 часа сидеть и говорить об этой хуйне, не то чтобы за какие-то большие деньги. Ну реально, радости мало, согласитесь. Спина, блядь, болит. Ну, то есть откровенно тут ничего хорошего. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Да, блядь, это похуй вообще. Это как лес говна, море хуев, вообще, блядь, без разницы. Я не поняв, це мулька про 9 травня чи Трамп рілі настільки право, славний, ну видно, победа. Ну, я просто слабо представляю приїзд Трампа на парад 9 мая, потому что, ну, це буде драка. Не то, що драка мій хуй твоя срака, а драка, в смысле, подерутся за то, кто победил во Второй мировой войне. Типа, это победила Россия или это победила США? Будет драка, по-любому будет выяснение отношений. Думаю, из-за этого это невозможно. Вы должны понимать, что это базируется, как я понял, на хрюке одного какого-то не первого ряда далеко французского медиа, где там тоже какой-то, ну окей, анонимный источник утверждает, что это... Но это не означает, что это невозможно. Просто вы такие выводы, блядь, сделали, будто это Трамп сам подтвердил, блядь, и все. Келлог подлизал Зелебобе недавно уже по ресурсам. Ну, можно и так сказать, но на самом деле Кит Келлог всегда придерживался риторики максимально за украинской. Максимально проукраинской. И это известно его качество, что он никогда не отличался тем, что там не все так однозначно или еще что-то. В начале была версия, что администрация Трампа, она собирается пользоваться какими-то инструментами, такими, блядь, из американских сериалов, типа плохой полицейский, хороший полицейский, и Кит Келлог должен был отыгрывать роль плохого полицейского, да, если не захотят говорить с хорошим. Сейчас понимаем, что это, бля, охуевшее упрощение было, да, но я просто к чему, что никакой революции нет. Я бы лучше на на вашем месте обращал внимание на то, что, блядь, пресс-конференции совместной не было, на фронт не поехали и все такое. Это куда более, наверное, красноречиво. А мы можем посмотреть, как ему втащили? Кому втащили? Ляшку вы можете посмотреть, но включа, блядь. Ладно, давай. Если уж ты нашел, то без проблем. Пуньк. У мене, до речі, питання до СБУ. Чому вони їздять по Москвах і досі не в тюрмі? Ви чого досі не в тюрмі,
скотина. Ти 500 украв? Руки забери. Бачите, московська, що робить гнида? Ти $500 на вишках украв і биться лізеш? Не провокуйте, добавте мені хвилину. Добавляю Сергій, хвилину. відійди. Да, блядь. Ну, на самом деле не знаю, що сказати. А про що б ви хотіли поговорити? Розкажіть, що там з качками. Качки нормально, но охуевшие от холода, конечно. Неплохо так, ну, холодно, это им некомфортно, откровенно, погода. Не хочу я делать итоговый видос, но если и сделаю, то только для патронов, патрончиков. На Патреоне подписывайтесь, кстати. У нас там должен выйти разговор где-то на днях с Дашалом про выборы кое-где, в кое-каком рейхе. Победил Китай, у них больше всего потерь во Второй мировой войне, они там насчитали свой. Ну, так они же там друг об друга поубивались, так что это не считается. Да, приедут на 9 мая Красную площадь, вместе с итальянским певцом будут слушать шлягеры 8СХ. Так Трамп в 90-е в Москве тусил женщинами легкого поведения, видимо, понравилось, хочет снова поехать. Ну, мы это уже обсуждали, как Потапа завербовала разведка. А Гренландия будет, но сейчас, бля, пиздец, она в далеком ящике. И я бы хотел поговорить о том, что Потап это агент ФСБ. По словам Мусаева, ну если бы хотя бы Мураева, блядь, тогда еще я поверил, а хуй Мусаев. Мусаева, советские спецслужбы, единственный шанс, блядь, чтобы вот этот Мусаев, его фамилию нахуй я в жизни где-то встретил, это был сказать вот это. Да, Мусаева советские спецслужбы взяли Дональда в оборот в 1987 году. Он имел кодовое имя Краснов. Окей, это все меняет. Это все меняет и резко меняет позиции Украины, положняк Украины в мире. Даже если, блядь, реально окажется, что он шпион, ну, не знаю, как мы это докажем и откуда это, блядь, можно вообще придумать. Но вдруг хорошо. То это жопа. Ось новина, друзі, я й довіряю. 9 травня Трамп приїде у Москву, а потім в Питер встречать закат, питерська тусовка і город мостов. От це нормально. То яка професійна політологічна оцінка? Який шанс до горняка до літа? Ну як тобі сказати? Мозок підказує, що до горняка не буде, не дадуться. Нам же, наверное, хуже. А ось серце підказує, що може й дотиснуть. Ну, ось так. Заслон тоже неоднократно ездил в Москву. Сколько у него ФСБшных звезд на погонах в таком случае? Ху, ебать. Ты чё? Одна чё история в Омане стоит, да? Если этот шпион, то тот уж в принципе шпион. То нахуй даже не обсуждается. Реально. Если Трамп сексот, то тот уж точно, типа. Ну там, нехуй думать. Нехуй думать. Это мы все про Потапа. Я думал, что по ихнему этикету ногами, а не руками бить его надо было. Блять, это интересный вопрос, кстати. Надо проконсультироваться у нейросетей. 9 мая Трамп достанет Буденовку и личную финку НКВД и пойдет к Пыпину. Может, ему даст свою Буденовку генерал Залужный, у него фотографии сделаны в Буденовке. Ну, правда, детська, надо сказати. Розумію, що вже посварився з декількома друзями жіночої статі, які проти договорнячку. Проговоримо, що ми повністю підтримуємо територіальну цілісність країни. Ну, саме так, інакше ніяк бути не може. Про територіальну цілісність дійсно. І президент каже, що, можливо, ми всі території контролювати не будемо, але юридично ніхто не змусить нас відмовитись від наших конституційних територій. Це дуже слушна думка, дуже круто він сказав. Молодець, блядь, вообще не дурак. Не зря на юриста он учился. Вот, а що касательно того, що ти посварився з декількома друзями жіночої статі, зря ти з ними говориш про політику. Типа, это бесперспективно, бессмысленно, абсолютно ноль пользы тебе принесет, реально никакой. Ты только вот что получишь, что посваришься, и сам понимаешь. Вот. Они не для этого созданы, скажем так. Да, ну вот мое мнение. Может, это хитрый план Трампа, чтобы подобраться вплотную в Путину? Вплотную в Путину и ликвидировать его? Может быть. Может, это чтобы подобраться вплотную в Путину. Ну ладно, не, это уже, наверное, слишком. Не, это уже будет слишком, если я скажу. Это будет уже слишком много. Мы эту тему с сосанием, да, разворачивали. Одна прошлая, чего тема стоит. Вообще, последнее время я вызываю много у людей ненависти. Что с вот этим сосанием Лачена, да? Это просто пример.
Ни в коем случае ничего серьезного за ним не стоит. Мне было бы неприятно, если бы мне он сосал. Он, ну, как минимум, эстетически неприятно, если говорить вот так, как Панасенков, да, говорит. Ну, не знаю, не нравится мне очень сильно. Он некрасивый нихуя вообще. Это раз. Два, ну реально много последнее время мне в комментариях проклёнов таких женских пишут серьезных. Ну, в общем, так что я тему с сосанием Трампа Путину не буду развивать. Очком хуй оторвет Путину. Ну, что-то в таком роде. Не думаю, что в случае заморозки Российская Федерация была бы первой страной, которая выступила бы против формального отказа Украины от оккупированных территорий. Не знаю, не пойму, типа. Мне кажется, что это, ну, закрытый полностью вопрос, да. Этот отказ формальный невозможный. Социальная фіксація. Вплотную в Путіна, потім Путін в Трампу, вибачте, губатий хлопчик. Трампом управляє рататуй в трусах. Да, да, может такое быть. Я думаю, он как гей обилится. Так а шо? А, обидится. А, он как гей обидится. Я думаю, он не гей, говорят, у него девушка есть. Это про Лоченкова, если говорить. Так а шо вы? Ну так, а гей, не гей, ну пососать нічого такого. Так а що, виходить, у нас реально дохуя людей вірять у входження в склад НАТО, інші міфи і казки, ну таким всі розказували. Чувак, перший пункт основний плану, блядь, перемоги, это вступление України в НАТО, і там как-то так все завязано, що без цього пункта остальные пункти теряют сенс, блядь. То еще бы им не верить, когда тебе все рассказывают, то тут, блядь, уже поверишь по-любому, да. Ну, как знаешь, то самое обе белые, но если обе белые, то деваться некуда. Обі біле. Входження в склад НАТО, інші міфи казки, що така гойда несеться. Чи як вони договорняк очікували? Ж типу США, ні, вони очікували так, ну добре, якщо Україну не беруть в НАТО, то Україну беруть в альтернативу НАТО. Тобто без НАТО вообще одна там Америка обещает за Украину биться до смерти. Почему-то, типа, да. Это, ну, непонятно зачем, но что-то надо им. А, ну да, чтобы не потерять этот статус гегемона, то если этого не случится, то потом все везде будут воевать, и на Америку все будут хуй ложить. Потому что Америку боятся именно из-за вот таких виртуально-романтических вещей, а не из-за того, что у них, блядь, самая большая армия, самая ебейшая экономика там и все такое. Ну, в общем, да. То вот такой у них был план, типа, окей, если не НАТО, то тогда сильный, типа, сильный гарантия. Сильный гарантия такой конкретно, что Америка сразу же пустит ядерные ракеты на Москву. Ну, или хотя бы армию отправит сюда свою. Ну, если не это, да, если не это, то тогда нашу армию надо вот сейчас в этом состоянии, да, с вот этой ситуацией с мобилизацией, назовем ее так, да, надо, чтобы вот это вот как-то сильно потужно під это самое підтримали, типа, непонятно. Непонятно тоже как и зачем. Ну хорошо, типа, хотя бы такое. А сейчас уже, ну, такое, да, тяга времени в попытке оттерминувати, да, самое хуёвое. Ограбление Украины позорное на ресурсы и принуждение к миру невыгодному, еще и вот самое, наверное, болезненное, с выпёздыванием президента Зеленского в промежутке, как самого виноватого. Ну вот, типа, ну я так бачу, а може це і не так. Тоже, самі розумієте, такі важкі, складні процеси, вони, ну там багато є чого непублічного, чого я не знаю. Так ты будешь водить только его. Так, все, нету нахуй. Сосание не рожал, не типа у женщин вопрос так, все, блядь, дружки, други мои, дорогие твичи ютуба канала армейцы, давайте, блядь, тему с сосанием закроем прямо сейчас, как и тему рататуя в трусах. А сколько стран мира имеют гарантии безопасности, смотря какие? Ну да, Украина мечтала бы оказаться по статусу хоть как Израиль, да, в картине США, в смысле в картине безопасности США, да, ее приоритетов во внешней политике. Ну, понятно, что мы там уже не окажемся. И вряд ли могли бы оказаться, да. Контекст не тот, история не та, скажем так, противники совсем не те. Смотри, все говорят, что Потап якобы хочет капитуляции Украины. На все условия Путина пойти. Но мы же понимаем, что условия Путина это 4 области, а тут говорят о заморозке. Так что неправильно говорить о тотальном сливе, конечно, без НАТО. Ну как власть говорит, так и будут говорить. Скажут, что это тотальный слив. Они еще хотят выборов в Украине. В промежутке между, ну, вероятно, да, тоже подтверждений каких-то официальных этому, конечно, нет.
Ну, скажем так, факты похожи на то. Они хотят еще ограбления Украины, которой нужны там и деньги на восстановление. Еще и вопрос, как это ограбление организовать так, чтобы это не выглядело совсем варварски, в смысле, чтобы это, ну, как-то совершенно грубо не нарушало законы Украины, да. Так они еще и хотят, возможно, между прекращением огня и каким-то там миром окончательным выборы в Украине. То есть, что значит выпиздить Зеленского. То да, и это все суммарно можно назвать тотальным сливом, потому что президент это называет, наверное, тотальным сливом. Ну вот так. И поэтому не согласен. Так это, ну, так НАТО это система, чтобы предотвратить потенциальное вторжение, переход на их вооружение, стандарты и т.д. А когда это самое вторжение случилось, чет смысла в НАТО нет. Ну, это сложную логику ты, конечно, продвигаешь, она нам недоступна в Украине, людям. Максимум, чего я ожидал, это обещание бомбить Москву с Б-52 банками з Кока-Колою, зарядженою Мінтосом. Наскільки я бачу, там росіяни теж в ахуї з Трампа і його риторики. Тупо не вірять, що він таке говорить. Да, походу не вірять своєму щастю. Навіть Піпа, ахуєвший, каже, що не треба Трампу стільки сильно давити на Зеленського. Я от этих, кстати, слов оригінала не знайшов. Та що він повинен також бути за столом переговорів. Чекай, Рофл, що вони погодяться на договорнячок, бо думають, що це пастка і такого не може бути. Ну це, може, так і є на самом деле, правда, ми ж этого не можемо отрицати. Вибори ми любимо, толку небагато, але шоу завжди цікаво виходить. Ну зараз буде кроваве шоу, откровенно. Так что объединяемся вокруг потужного президента, потому что он отстаивает интересы Украины от агента Кремля Трампини. Ну да, и ждем, что будет дальше. Саме так, саме так. Це фейк, Пипа такого не казав. Во-во-во. Но что-то какой-то комментарий они давали. Ну, по-моему, такого рода, что Украину нужно подключить по итогу к Пеню. Ну, конечно, нужно. В смысле, сказать ей, до чего договорились, это тоже в какой-то форме подключить. Так Зеля сам предлагал США это ограбление Украины 50 на 50, а потом сам отказался от этого. Но мы не знаем, в каком формате он предлагал, то есть этого документа нет. Он говорил, причем он как раз говорил, что это будут инвестиции, какая-то совместная разработка. Он-то говорил, это очень обтекаемо. Это мы упрощали обычно до того, что ну, раз мы это предлагаем как в рамках какой-то сделки, да, значит, это должно какую-то ощутимую пользу приносить США и должно быть для них гораздо выгоднее, чем для нас. Но это логически очевидно, да, потому что мы как бы пытаемся это выставить как плату какую-то за помощь нам и за гарантии нам. Ну, то есть оно не может быть тогда невыгодно или выглядеть как какая-то не особо прибыльная долгосрочная инвестиция. Тут еще и вопрос того, что какие такие, блядь, ресурсы Украины есть. Потому что, ну, если они были, мы их как-то с вами не ощущали. То есть я хуй знает, какие они тут были, где они их, блядь, от нас прятали. Я, ну, не геолог, ничего, ну, там какой-то титан, хуйтан. Я не знаю, что тут такого ценного. Важно то, что оно, видать, было не особо прибыльное, потому что, ну, как-то мы не то, чтобы тут деньги на деревьях росли, да. Вот, так что это тоже большой вопрос этой разводки. Ну а так, да, игра, наверное, немного для нас не самая удачная получилась, в том смысле, что мы сами как бы это где-то когда-то предложили, а теперь нас самих этим смертельно дрочат, взяли в заложники и ебут нещадно этими какими-то ограблениями, то есть уже там о ресурсах речь не столько о них, сколько о каких-то портах, заводах, пароходах, блядь, ну, то есть, вот тоже нужно сказать, что у этого всего есть собственники, да, то есть, по-хорошему, они сами должны были построить порт, а потом там зарабатывать, не зарабатывать, ну, что-то им такое неинтересно. Ну, короче, да. А к чему я это, бля, вел? Неважно. Да, что Зеля сам предлагал. Ну, Зеля пытался. Он еще предлагал другую дурость, да, опять-таки, тут все вопрос Конституции и того, что недра принадлежат народу Украины, и что... Ну, короче, все это требует... Все это очень, блядь, сложно, нахуй. Непонятно, какую форму юридически должно иметь, блядь, да. Ну, в общем и целом. Да, он еще предлагал им солдат, что наши солдаты заменят американских солдат в Европе. Ну, я не знаю, где взять этих наших солдат. Опять-таки, неплохо, чтобы кто-то народ Украины реально спросил. Хотя, блядь, понимаем, что это все полная хуйня. То есть я не удивлюсь, если они скажут, конечно, надо, чтобы наши солдаты, ну, то есть что нам мало, блядь, воевать, надо еще, чтобы наши солдаты, конечно же, заменили американский контингент в Европе. Ну, надеюсь, что Трамп об этом просто забыл, и ему там в его кокаиновом угаре кто-то не подсунет эту бумажку. Ну, в общем, да. Ну да, я это к чему, что пытались как-то заручиться более сильной поддержкой, пойти навстречу республиканцам, что, мол, вот, типа, вы можете своим там скоту своему объявить, что вы нас ограбите, вы можете
скоту своему объявить, что все не просто так, а мы заменим солдат в Европе. Ну, то есть это был добрый так-то в целом изначально умысел, хоть и сразу он выглядел очень унизительно. Ну, по-моему, это, ну, очевидно, я это говорил, что мы сейчас, ну, выглядит унизительно, это унизительно. Но повернулось все так, что вообще нас, бля, а нахуя в Европе наши солдаты? Ну, типа у республиканцев, ну, понятно, нескрываемая давно идея сконцентрироваться в азиатском регионе, а безопасность Европы, ну, что-то там, блядь, трансформировать так, чтобы влияние американское там, да, и вкладывание бабок там стало меньше. И вот такая идея заменить американский контингент украинским, но это было в рамках НАТО вообще-то, да, то есть что мы вступим в НАТО и уже как полноправный член НАТО сможем заменить там американскую армию. Ну это как я понял эту их, блядь, больную идею, да, президентскую. Хотя я не считаю, что это круто совершенно. То есть даже если в обмен на это нам бы дали помощь или что-то, или вступление в НАТО, то нихуя не крутое решение. Ну, короче. Я понимаю, что это, конечно, попытка вот в таких хуёвых, откровенно обстоятельствах что-то где-то выбороть. Ну, это, как я сказал, похвально. Было тогда, да, ну и в целом остается. Как инициатива, правда? Ну как пытались зато, да, как пытались. Но обстоятельства, видите, хуже, серьезнее, тяжелее, чем хотелось бы. Хочу обратно времена, когда не было нации, а своими казались те, с кем за столом кушаешь, кому в гости ходишь и в чем магазине продукты покупаешь. Ну я так и живу. Руда это хрень дешевая, цены, продукты, переработка это переработка энергоемкая и абсолютно не экологичная. Ну да, 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 переработка, ресурси, забейте хуй, пацани. Та похуй, не перший раз принижуватись, ні, ну так публічно нас іще не принижували. Будувати щось на гордості, коли немає ніхуя за цим, крім патріотичного угару, все одно дохлий номер. Я просто не знаю, какой тут однозначный ответ должен быть. Давайте просто вот у вас я спрошу. Президенту не надо было нихуя предлагать Западу в надежде на то, что они как-то более дружелюбно с нами будут взаимодействовать. Или надо было так попробовать сделать, и это в целом была хорошая инициатива. Ну, то есть попытка, спасибо деду за попытку. Попытка была типа неплохая, но вылилась в не самые лучшие результаты. Я просто сам для себя не могу найти ответ. Дэн, привет! Трэмп сливает Украину Пыпе? Или как? А то я не в материале последних недель. Ну, скажем так, Украина теперь... Ну, приближают какой-то финал, да? Я бы так выразился. Просто, знаешь, если говорить о сливают, не сливают, все время пытаешься сравнить с прошлой администрацией, насколько вообще изначально, и об этом мы много раз говорили до этого, насколько вообще расчет внешнеполитический, какой-то независящий от внутриполитической конъюнктуры США, от администрации, насколько он вообще был серьезный, насколько серьезное место Украина с началом войны, да и до, занимала вот в структуре, да, вот этой архитектуры безопасности в Европе и конкретно для США в ее внешнеполитических каких-то интересах. Но опять-таки сказать, что изначально была прыть такая поддержки Украины серьезная, да нет. Ну, то есть мы постепенно проигрывали войну, у нас были высокие жертвы, и все это во многом благодаря или связано с тем, или вызвано тем, что они изначально как-то не взяли курс на какую-то более ощутимую поддержку Украины, в первую очередь военную, да. То есть это была бы большая трагедия, если бы, скажем так, политика прошлой администрации оставляла нам какие-то ощутимые шансы на победу. А сейчас сменилась типа на здачу. Но это ж не так, правда? То з якою все-таки ймовірністю американські союзники допустять ремув української армії, як з того початку хотіла Росія? Ну вот это требование, мне кажется, оно вот самое основное, основополагающее, в смысле, самое вот, блядь, ключевое в договорняке, если он произойдет. И мне кажется, что в обмен на стремительность и на какие-то другие, возможно, внешнеполитические там уступки, да, более глобальные российскому государству сможет и Украина, и Запад как-то вот это именно отстоять. Потому что без этого смысла все тогда мало и имело, и имеет, в смысле, если Россия добьется сокращения украинской армии. При этом вот я где-то читал о том, что сохранить, скажем так, добиться мира без ощутимых ограничений по армии, вот мне кажется, такой возможности нет. Наверное, либо есть те требования, которые они выдвигали, а если их почитать, да, те, которые, по крайней мере, те таблички, которые показывал Путин, которые якобы они в Стамбуле обсуждали, то там сокращение армии полное, да, то есть армия вообще становится перестает быть чем-то значимым, в принципе.
Вот, и мне кажется, что какого-то третьего пути не дано. Они либо полностью нашу армию уничтожат, что будет, конечно, полным провалом, либо армию удастся отстоять, а тогда удастся отстоять возможность проводить какую-то независимую политику. А зачем военный контингент размещать в Западной или Центральной Европе, если основная задача НАТО всегда была сдерживание вначале советской, а потом российской агрессии, то есть войска нужны только на границах с РФ? Ну тогда они этого и хотят, ну то есть заменить там контингент в Польше, американский, ну что-то такое. Ну понятно, что это как с ресурсами, которых нет, но мы их предлагаем, да? Ты не понял? Ну, в смысле, реально, это что-то такого же рода. Насколько там США собираются, не собираются выводить, насколько украинцам и можно хоть потенциально как-то, в принципе, заменить американский контингент. Ну, то есть, насколько это адекватно и возможно, да, все-таки армии разные совершенно. И наша армия все-таки далека от армии НАТО, да, и от контингента натовского в Европе, прям пиздец далека, и нас в этом вопросе время очень долгое отделяет, то есть надо несколько лет, даже если предположить, что этот путь выберут, несколько лет для того, чтобы это трансформировать. Ну и главное тоже, что армию нужно высокой численности будет тогда поддерживать, ну это, мне кажется, это фантасмагоричная тема, но хорошо, что нам ее как-то не навязывают еще сверх всего прочего. Президенту не треба було вийобуватися, що делать? Бля, по-моему, только хуже стало. Ты по рукой... Не, ну стало, пацаны, вы понимаете, это основная проблема, ну, истории, блядь, судить из уже, блядь, вот четкого сьогодення, да, а вчера, ну давайте представим, что мы не знаем, как себя поведет Трамп реально доподлинно, да, и пытаемся придумать, как бы завоевать там какую-то его поддержку, да, что мы можем предложить для этого, как нам пойти навстречу. Но мы не знаем, какое будет будущее. Мы не знаем, что нас нагло поставят на 4 кости и, блядь, вообще опустят так, что пиздец. Мы этого еще не знаем, это все еще неизвестно. Просто когда мы говорим о каких-то ошибках в политике, то я стараюсь, ну, говорить о них, когда они происходят, и говорить, чем это закончится в моменте, да. А вот здесь хуй его знает. И я тогда говорил, хуй его знает. Дональд Трамп. У меня были очень хорошие переговоры с Путиным и не очень хорошие переговоры с Украиной. У них нет никаких карт, но они играют жестко. Ну так а как нам остается? В Белом доме считают, ну да, мы это еще прочитаем, это из статьи Axios Z007 про пирожки с говном. Трамп откажется от преследования России за военные преступления, понятно. Все самое хорошее мы сделали себе сами. Взорвали потоки в Германии, поубивали кучу людей в России. Ну, в смысле, ліквідіруван. Ну, типа, спробував, ніхуя не вийшло, ок. Які аути з іншого боку? Які аути? З іншого боку, Стамбул підписувати? Поважаю статтю 426.2 УКУ, навірно, про невиправдання збройної агресії і засуджую сам себе. Ну, звісно, засуджуємо. Що підписувати, це їх проблема, що хотят, хай то там і делают тепер. Ну, в смысле, в офісі президента. Я не знаю. Ну, то есть мы говорим, предмета реально непонятно до конца. Но уверен, что и я сомневаюсь, и, скажем так, почти уверен, что пан президент не пойдет ни на что, что подвергает угрозе его власть, да, и тут не он какой-то специфический, а это закономерно. Вот. Точно так же я абсолютно уверен, абсолютно, что они не пойдут добровольно, в Киеве никто не пойдет добровольно на подписание мира, который подразумевает сокращение украинской армии. Ну, мне кажется, это полная будет шизофрения. Ну, с их точки зрения, это лучше воевать до упаду, там, до последнего, но только не это, потому что это все лишает смысла сразу. Тогда точно там будет и пророссийское правительство, и все, что захочешь. Москва сможет навязать, если не будет армії. Думаю, ця спроба була справді чудовою. Треба торгувати тим, що є, заради виживання держави. Корисніко, ну от видиш, тут сразу скривається якийсь дьявол про це виживання держави і так далі. А так-то, ну, вот типа два подхода. С одной стороны, надо сделать все ради перемоги, да, все возможное, любые найти лазейки. Но с другой стороны, а как далеко можно зайти в такой логіки, да, до чого можна ще додуматися? Корисні копалини геть непоганий варіант. Інше питання, як деформований ринком забудови Трамп бачить нації лозунгами своєї же партії заливає Україну. Навіть не в тому, що ой мальчиків турська шкода, а в тому, що це величезний удар по іміджу і силі США. Не дарма кажуть, що політика справді розділилась на два після 22 року. Я бы сказал, что это какой-то нетипичный, да, и потрясший, хотя они этого ожидали и много об этом писали, что ж будет, когда придет Трамп. Ну да, какое-то потрясение, но я в силу, опять-таки, того же реализма в политике не смотрю на мир через и на международные отношения, и на международную политику через призму
Безусловно, это какое-то влияние там имеет, да, и везде это случай уникальный, но тем не менее через призму там таких романтических категорий каких-то, опять-таки, из межличностных отношений, как уважают, боятся и так далее. Их боятся реально, да, не из-за того, что они никогда не допускают ошибок или никогда не отступают, мы знаем, что это не так. Их боятся, потому что у них есть реальная сила. И она у них будет еще охуеть как долго. Охуеть как долго. И сказать, что они сейчас ошибаются, в том смысле, что их сила кончится от этих действий, да это неправда. Возможно, вероятно, вполне, что они правильно делают, что акцентируют свое внимание, пытаются перенести, по крайней мере, основное направление проецирования своей военной силы куда-то в Азию. Ну и все завязывают на этом, потому что это куда более, типа, значимая угроза. Но это просто мысли вслух. Ну так экономика Украины, содержание, да экономика Украины сама свое содержание не вытянет. Понятно, это имелось в виду с понтом, что они нас будут поддерживать и содержать это все. До сих пор загадка, почему Арахамия, говоря про документ Стамбула, настаивал, что была возможность подписать его без сокращения армии. А я не помню уже, как он там настаивал. Не, он не это говорил, он говорил, что основной их поинт, основное требование российской стороны было не вступление Украины в НАТО. А все остальные пункты были косметические. В чем я сомневаюсь? Я сомневаюсь, честно говоря, блядь, и в адекватности Давида Арахамии. Все-таки, блядь, это какой-то криптоторгаш, блядь. Какой-то скамер, пытающийся обманывать американское правосудие. И так далее, да. Но в целом мне это кажется лишенным логики, потому что это не такое серьезное требование, да. А вот сокращение армии, это куда ощутимое. Мне кажется, что Россия, конечно, на нем настаивала. Не соглашусь, у НАТО нет опыта недавнего. В этом плане, мне кажется, в этом плане, ну я понимаю, да, что нет типа боевого опыта. Ну да, есть у нас преимущество боевого опыта, но просто, блин, структура НАТО не только же из этого состоит. Ты посмотри, как у них выглядят те их там соединения, да, в Европе. Какая-то сложная конструкция с какими высокими требованиями. Ну, то есть, кроме боевого опыта, ну там, у конголезийских солдат тоже есть какой-то боевой опыт, но, блин, в остальном это бомжи, да. Просто чему, что да, боевой опыт, наверное, важен, особенно такой современной войны в Европе, как у нас. Но все їм не исчерпывается, наверное. Мені цікаво, як це попливає на інші щітхоли, які захочуть демократизуватися, знаючи, що в них будуть такі охуєнні союзники, як у України. Да, наверное, плохо. Наверное, плохо, особенно на фоне того, что основной такой, блядь, двигатель этой демократизации, вот их начали как-то сокращать, да, типа USAID и так далее. Думаю, не очень хорошо. Но тут тоже все примеры разные, все уникальные. Я спокойно представляю такие, ну, может, какие-то более грубые тогда формы смены власти в разных таких, окей, развивающихся странах, ты хотел сказать. Ебать, вот людей возбуждает эта тема с договоренностями, потому что это охуенно такие глобальные категории, каждый, ну, то есть я никого не обижаю, просто делюсь своими наблюдениями. Каждый везде, у всех, ну, мы еще типа дно, да, неизвестное, но у всех комментарии кипят, нахуй, чаты кипят обсуждениями того, как люди там, типа, блядь, пытаются, да, сопоставить одну с другим. Да, но, по-моему, Мосейчук даже переспросил про сокращение армии отдельно, и Браун подтвердил, что сокращение было необязательным. Хз. Может, я это дорисовал в памяти, но я почти уверен, что это было. Да, вроде бы реально. Он говорил, что обязательным типа НАТО, а все остальное не обязательным. То есть сокращение не обязательным. Но мне кажется, это лишено всякой логики. Аргументы о том, что если США просто примут очередной пакет помощи, то Украина дойдет до Москвы и воскресит Навального и установит России демократического лидера, демонстративное вранье. Джей Ди Ванс. А Украина без всяких внешних ограничений сможет большую армию собрать, когда и людей меньше стало, и потенциальные солдаты будут понимать, что может случиться? Но если ограничений не наложено, то собрать можно, что ездишь, бусиком ловишь там и так далее. Да, и я бы про вот эту память тоже так бы, может, не это. Сколько лет, 10 пройдет, уже не такие будут острые воспоминания, может, и молодняк уже как-то не так будет настроен. В смысле остро, да, какие-то люди будут. А вот если армию сократили, то, ну, нет даже повода рыпаться, да. Ты сразу находишься в охуенно неудобных условиях. Ну, там, вы посмотрите ту таблицу, там армия до таких незначительных размеров сокращена, что они могут там, ну, просто в один момент любой провести полицейскую операцию, почти, да, около полицейскую, которая за сутки заставит принять решение, которое нужно.
Ну, понятно, это даже не понадобится, они просто ей будут угрожать. Это я просто вам пытаюсь описать те сценарии с сокращением армии. Нужно ли говорить, что никто не будет защищать страну, блядь, без армии? Нахуй кому это нужно? Кіткілах останній слоник наш. Шкода, що трампиня відсторонив його від договорнячка. Так как отсторонил? Он же только вот приезжал в Киев. Так ты думаешь, Браун это сказал просто по причине слишком громких басов в голове? Неужели он настолько тупенький? Да, наверное, реально для красного словца сказал, чтобы вот как-то вокруг НАТО это все завязать. Ну, чтобы, мне кажется, чтобы произвело это впечатление, типа, на слушателя, что НАТО очень нужно, и вот это постоянное их, блядь, вращение вокруг НАТО, которое их и губит, да. Мне кажется, в этом причина. Твоя думка по штучному інтелекту не змінилася? Да не особливо. Думаю, что к концу каденции Трампа большое будет разочарование в искусственном интеллекте. Но в целом я много раз говорил, вот самая удачная формула, что я не скептик, но не разделяю в полной мере вот этого оптимизма, да. Не в таком же восторге пребываю. А так круто вообще. Да с такой демографией какие нафиг будущие солдаты? Не, ну все равно дохуя населения остается, даже хоть оно и вымирает, правда. Как после кофе спишь ночью? Ну, я сплю плоховато, но сплю в целом, а как? К 3 ночи нормально засыпаю. Чувак, 60 зрелов это сильно. Как 2 класса выступаешь перед аудиторией, согласен. Как, это почти как актовый зал, если еще доплюсовать к 60 людям. 103 человека на Твиче, то получается 163. 163 это уже добротный советский актовый зал. Кстати, касательно актовых залов, я не выписывал эту новость, но вы видели, какой-то бык, ну, как я понимаю, прячущийся от воинской повинности нашей охуенной. Ну, я еще не знаю, что может заставить здорового мужика загнать себя, блядь, работать в школу, нахуй, в какой-то залупе. В Ривненской области пиздил школьников каких-то, вы видели, да? Ну, верю, что там довели они его до белого коленя, но вы просто посмотрите, блядь, какая там школа. Я думал, таких школ, блядь, не осталось. Вот это такая школа, в которой я учился вот в свои школьные годы, ну, получается, 9, где-то 10 лет назад. Ну да. Вот, цифры это, блядь, моя слабость. Типа советская рыжая доска, я думал, их нахуй запретили, уже везде повыбрасывали. Парты нахуй обгрызані, обдертые, разбитые, все нахуй старючее. Діти сидять упугукані в пуховики, потому что дубандос. Это пиздец, это же наши дети. У нас их, блядь, осталось 3 калики, те, которые еще не уехали, настолько бедные. Неужели там что-то, блядь, нельзя сделать? Ну, чуть где-то меньше воровать. Я, блядь, охуевший совершенно с той школы был. Ну, и понятно, что там за те 3 копейки там тут мужик их там пиздит как хочет. Ну, такая життя. Это просто новость, которую я не выписывал, но думаю, вы ее видели, да? Чел с ником голова, ты бы лучше на шторы нашему преподу сдал. Бесплатно вещает. Согласен, согласен. Голосование за прямые, ночные трансляции из сарая сутками. Но это было возможно, но сложно организовать. Ну поверьте, вы не хотите видеть эти трансляции. Там нахуй холодно, они сидят бедные, блядь. Им так плохо, пацаны. Это лучше этого, блядь, не видеть, честно скажу. А из развлечений у них только то, что они пиздят одного качура. Ну то есть, кстати, похоже на ту школу, откровенно, которая засветилась в Рівненській области. Меня насмешил пост Галеева, где он агрессию украинцев в интернете говорит и прикрепил твиты Мелании и Подоляк, где она маска завалить ебало и давать. Ну да, и Кашин что-то такое говорит, но я не знаю. Я думаю, это, наверное, в целом не очень заметно. Но то, что у нас в целом какие-то, блядь, ну вот именно Твиттер, конечно, он выделяется, но в целом какие-то люди очень, блядь, не знаю, недалекие, что ли, я не знаю, почему так. Наверное, может от градуса, типа, очень стрессово в Украине жить. Ну, сами понимаете, блядь, каждый день бомбежки нахуй. Ну, сказать, что до этого были какие-то, ну, хуй его знает. А может, это искажение оптики, просто это только то, что я бачу, я ж всех остальных людей не бачу, там посмотришь иногда на нахуй сторонников Трампа в Твиттере, то тоже хуй знает. Лет через 5 подрастет то поколение, которое уже воспитывается патриотическими каловыми массами и даже не задумается о том, что происходит сейчас. Да, блядь, вы что, мы с вами воспитывались в патриотических каловых массах, и как это на кого повлияло. Я всегда привожу в пример, что люди, поколения, да, там, моих родителей, которые, ну, если не разрушили своими руками, то разрешили, да, с их молчаливого согласия разрушился Советский Союз. Уж там-то, блядь, какая в школе была промывка мозгов, в университете была промывка мозгов. Нихуя это не помогло Советскому Союзу. Я к чему, что не надо переоценивать, скажем так, вот это воспитание патриотичное и все такое. Это просто деньги в трубу на самом-то деле, мне кажется.
Я в такие навчався. Я тоже в такие навчався, но вот когда я уже выпускался, она стала реально лучше, да. Я не знаю, как там с отоплением, чи надо до сих пор сидеть в шубе, и чтоб грело уфо, блядь. Ну, может, уже и не надо. Но знаю, что стало лучше. Таких досок вот этих советских ты не найдешь, оббитых парт, разрисованных стульев тоже не найдешь, и ремонта такого обысранного не найдешь. Ну и детей там не пиздят, надо сказать. А что мешает армию, согласно договору о сокращении армии, но при этом создать Нацгвардию как в США, где люди будут проходить обучение? Ну то, что там, блядь, такие ограничения наложены, которые делают это бессмысленным. Ну и, конечно, там нет никакой армии, Нацгвардии, ее там обвинят тут же. Ну, создание этой Нацгвардии сразу же тебя обвинят в нарушении этого договора. А поскольку армию ты уже сократил, тебя выебут и все. Ну я так это вижу. Як вважаєш, чи зможуть класичні респи та демократи якось попливати на Трампа? Наче зараз дуже багато хто критикує його за злив України та рейтинги падають за рахунок інфляції та дивних зовнішньополітичних рішень. Не знаю, но я думаю, он исходит из того, и, наверное, его партия будет в итоге исходить из того, что он обещал закончить войну, и если он ее не закончит, то большой, наверное, какой-то большой шквал критики будет он с ним столкнется, да, будет поднят. И я думаю, что это, наверное, для них ключевой приоритет. Уж точно, наверное, не наши интересы. Хотя понятно, что его какие-то оппоненты из противоположного политического лагеря, да даже из республиканского, люди, у которого с ним плохие отношения, конечно, будут его критиковать. Нужно ли говорить про какофонию, полифонию голосов из Европы, которые пиздеть, конечно, мастаки, но прийти к какому-то решению не способны. Кроме затягивания времени, камесь ничего не предложили. Мне кажется, школа хорошо прививает нелюбовь ко всему казенному. З этим вона справляється очень качественно. Від ситуації в країні надія на щось добре згасає. Я навіть не про війну, а про те, що держава нічого не хоче робити, бо нема грошей. З концепцією і без з корупцією і беззаконням депутатів і олігархів. Ну да, она на этом держится. А сейчас такие времена, лучше нихуя особо резко не трогать. Для меня главным страхом школы советская полностью был сральник. Такая херня, как просто на улице дырка в полу. Один раз у моей одноклассницы туда мобила нырнула. Нихуя она исполняла. Ну, у меня, естественно, такой же сральник тоже был. Я сомневаюсь, что он сейчас поменялся. Ну, типа обычный вот этот. Я забыл, как это называется. Вид сортира, когда тупо рядом, ну, в ряд стоят дырки в полу. Я только потом узнал, что, оказывается, это не очень круто, это считается западло вообще в цивилизованном мире, что, типа, не отделены кабинками друг от друга сральни. Я подумал реально, а как же срать? Я-то в школе, естественно, как и вы, никогда не срал, да? Ну, а действительно, а как же срать? Как-то нарушаются немного твои границы личные, да? Это я учился в школе, там, как я уже сказал, 15-й, 16-й год, да. Ну, это я выпускался тогда. Так вот. Да, действительно, я тогда задумался, а как же тогда срать? А человек же не может не срать совершенно. Но я знаю, что, ну, опять-таки, туалеты разные бывали. Знаю, что у учителей был свой туалет, и у девочек были кабинки. Но они, это я уже узнал от девочек, они их критиковали. Говорят, что там сильно видимость жесткая, они не закрывались, или дверей не было. Вот. А где-то вроде и кабинок не было. Ну, короче, это... Забейте. У них ответ один – денег нет. У меня в этом смысле была уникальная школа. Сбором денег занимались сами ученики, то и родители. В руки учителям они не попадали, но выдавали указания, на что надо собрать и что купить самим. Ну да, да. Я другое, ну, этот разговор про школу мы постоянно поднимаем. Вроде надеюсь, что сейчас-то закончилось. Вот эта самодеятельность с уборкой, эксплуатация детского труда. Они не могут нанять там, блядь, за казенный какой-то кошт уборщика сраного этого, ну, как звать, блядь. Дворника, да, и вот это субботники, так называемые ленинские, блядь, сбор нахуй шприцов на спортивных площадках каких-то бутылок, блядь, какого-то еще мусора, это тупо небезопасно. Ну вот, я это только понял, когда подрос, что я бы вот, если бы был родителем, я бы ребенка на такую хуйню никогда в жизни не отпустил. Это, во-первых, блядь, бесплатный труд, во-вторых, это небезопасно. Вот. Ну, естественно, я проебывал большей части такое в школе, но за это же взъебывали там, то есть надо было в этом участвовать. Говорили все время, что, ну, как и сейчас, в принципе, да, что вот другие делают, а ты что не делаешь? Ты хочешь, чтобы другие за тебя делали? Я говорю, да мне похуй, они могут не делать, это их проблемы.
Якась дуже плотна кампанія Трампа пішла. Як по мені, поведінка Трампа вже змодельована ще до того, як Мюнхен почався. Ну, на самом деле, в этом есть зерно какое-то, типа, здравое, да, потому что мне кажется, что во многом, наверное, такая легкая, прохладная, легкий переход, да, на такую критику и такие прохладные отношения с Зеленским, наверное, это из-за того, что они были изначально прохладные еще с 2019 года, да, с окончания каденции Трампа, там, с попыток импичментов. И опять-таки вопрос выборов, он поднялся еще до Мюнхена, да, они говорили про то, что выборы в Украине нихуево провести, и страны видали выборы во время войны, и вообще в целом дали как бы понять, что не то, что они там его как Черчилля считают. В школе очень опасно срать. О, блядь, какой у меня детсад был, ёбаный свет. В детсаде было гестапо. Во время Второй мировой войны детсад был пиздец. В детсаде был такой прикол, короче, что сдыхает крыса под полом, и вонь дохлятиной стоит, ну, условно, где-то топят же там, да. Условно, где-то месяц, покуда она не разложится. Но я скажу, что это был, конечно, специфический детский садик, не то, что это там повсеместно. То есть он был не типовой, как обычно, знаете, в городах. Потом все стало лучше, он вообще нахуй закрылся, бы детей стало мало, в принципе. Пришел, а тут про туалеты говорят, ну хоть не про сосание, да. Не про сосание, ты прав. Про сосание уже поговорили в начале. Касательно армии, а в чем проблема? Да, касательно армии. В чем проблем пойти по пути Джапании и переложить все функции обороны на перекачанную Нацгвардию? Вот и вкладываемся в ограничения де юре армии нет, а обороноспособность осталась. Да, хорошая идея, друзья. Нужно предложить ее президенту. Я сбегал из школы. Ну, я уже отвечал на этот вопрос, если серьезно. Я сбегал из школы домой, если прижимало посрать. Хорошая идея. Я слышал, что совок присосался к японской такой традиции дежурить, убирать классы. Якобы в Японии до сих пор сохраняется эта традиция. Ну, японцы любители извращений разных. Тут трембиту представили. Вроде новая ракета. Да, я видел, я видел. Я не знаю, мне что-то из той ракеты, но я не знаю, сколько ее есть смысл обсуждать. Штампованные диски на прицепе понравились. Ну это вообще, что там, блядь, стоило 3 куска, я не знаю. Ну, может, что-то стоило. Ну, 3 куска, если подумать, это же для вооружения вообще ничего. Это тупо, считаю, оно бесплатное. Это о том, что цена трембиты $3000 вроде бы. Что, считай, бесплатно. Ну и похоже она, конечно, на какие-то сирийские технологии. Ну, тут что, блядь, уже говорить, да. Все бабки и мозги все, наверное, на восстановлении Мрии. А в целом странно вообще все в свете последних событий. Шо? Ты про толчки без дверей? Чи про что? Вот, это интересно, друзья. Там Мэтт с разрушительного ранчо решил полностью уйти с YouTube. Вот это трагедия, я считаю. А почему и кто это такой, расскажите. Типикал реднек, который снимал видео про оружие, большие пушки. Это очень, ну, гомоэротично, это круто. Про договорняк и высказывания. Высказывания про договорняк. Аппетитная, не как в Униан, не потужно. Это про толчок все еще? Ожидаю завтра сигаретку с кофе утром и все. Да, ты знаешь, это как часто задают. Вот, блядь, без пизды. Часто спрашивают, меня часто спрашивают, часто задают вопрос, типа, какие, блядь, там источники читать, чтобы разбираться в политике? Нахуя что-то читать, нахуя в ней разбираться? Просто пейте пиво. Пиво с раками, пиво с таранькой я там советовал. Вот, слушайте, Ванга предсказала, это певица, вот это снова стою одна. Ванга предсказала, что 28 февраля закончится зима. Ёбаный свет. Харьков ассоциируется со словом харя. У меня почему-то со словом харчок. Ну, то есть никак не связано просто. На вокзале Дит на Харьков, вас витаю, город Харьков. Я думаю, Трамп и зелья остынут, если зелья не запорить. Ну, надо просто отдать ресурсы, правильно? Которых нет. Блять, вы только думайтесь, насколько это был бы охуенный сюжет для какого-то, типа, еще одного сезона «Слуги народа», типа. Как можно было смешно это расписать, что, типа, блядь, мы сказали им, что у нас есть ресурсы. Ну их же, блядь, нихуя нет, их все там, блядь, и не было, а то, что есть, спиздили. А то, что осталось, нельзя, блядь. Пипец. То, что осталось уже друзьям-кентам принадлежит. Что же делать? Какая могла быть драматичная серия? Не, я считаю, что я имею право на все эти темы шутить, так как я здесь живу, я, блядь, реально непосредственный основной актор, несу издержки. Еще какие издержки я могу понести, да? Все ходим под Богом, неизвестно, что будет завтра с нами, да? То я считаю, что ну никак, кроме как не через призму юмора, это воспринимать, блядь, невозможно, чтобы не наебнуться, правда? Вообще, чувак, который стрелял в Трампа, был в футболке с символикой разрушительного ранчо. И это было по всем новостям. Им это даже ФБР допрашивало. Я думаю, это на нем сказалось. Вот он и решил ливнуть с Ютуба. Пиздец, да?
Разрушительное ранчо. Ну, это ирония, наверное, была со стороны Стрелка. Он явно, блядь, не тот, кому там интересно разрушительное ранчо. Мне кажется, был, да, явно. Я думаю, все, кому реально интересно разрушительное ранчо, в Трампа б не стріляли, они наоборот би кинулись його цілувати. Пити пиво з раками, це ми любимо. Пиво з рака. Я, кстати, от пиво з раками ніколи не пив. Я бачив відео десь в інсті, де дівчина пила каву через задній прохід. Десь літр кави виходило таким чином за кілька годин. З пивом навіть простіше вийде. Да, такое было, подобный сюжет был в песне у Михаила Круга «Водочку пьем». Там про клизму с водкой. Да, это тоже приходит на ум. Но, возможно, потом такую бабу назначили куда-то в наше министерство, да. Эх, на улицу не выйти, сильный снег, наверное, да. Хорошо, хоть АТБ через дорогу, манна небесная. Ну, будь осторожен, даже короткий путь может замести, понял? Даже могут замести, то есть даже так. Видеоролик Стян в Харькове, которая анусом, ну, блядь, это уже слишком, да, это... Даже знаю, как эту актрису зовут. Это одни из немногих в моей голове таких, типа, твердых знаний о политике. Это что я знаю, что это Хот Кинки Джо. Кстати, друзья, давайте обсудим такую сплетню. Возможно, вы знаете, типа, ответ на этот вопрос, правда это или нет. Говорят, что жена Арестовича подала на развод. И такой завидный, козырный, да, Дональд Козырь, такой завидный, козырный жених, мечта, ну реально влажная половины украинок, да, сейчас холост. Как вы, это типа правда или это нахрюк какой-то и псо, и этот, блядь, заказуха позорная против Алексея Арестовича? Бо я не разбирался. Или это какой-то фиктивный развод, чтобы там, я не знаю, потом он на нее запишет то, что ему запишет на нее ту недвижимость, которую он купил на деньги там ФСБ или Трампа, или хуй его знает, ну? Или АПшные деньги. Я первый в очереди на Арестовича, если что. Я думаю, там таких первых уже ему поступило предложений, что это жесть. Калибр АЗ. Денис, там у нас новые вакансии у редакции Калибр АЗ. Они сидят на деньгах Сокара. Не хочешь в качестве зарубежного политолога поработать? Хорошее предложение. Хотел бы поработать на страну Азербайджан, на Сокар. Но название немного смущает. Калібр АЗ. Могут не так понять, типа. Реальна річ. Таке ЧСВ не дозволить бути моногамним. Це ти ж про жінку його маєш на увазі? Не, я думаю, что просто она не... Ну, я не знаю, сколько это правда, но предполагаю, что она не выдержала темпа его жизни. У него там все время эти... Все время он в роз'їздах. Я просто бачив 0 оглядів чистоти експертів, аналітиків, якихось про ті єбучі ресурси. Просто, а я десь бачив якісь пару заслуживающих внимания и уважения оглядів, но они неутешительные. Про ресурсы. Но просто там уже речь даже не о ресурсах, да. Речь о чем-нибудь, о чем угодно. А главное, что без гарантий. Мне кажется, вот это основная для нас переменная. Ну, ми про це ще поговоримо, коли будемо читати про бутерброди з говном. Ще з часів совочку. Які з них там попередньо розвідані, які детально розвідані, які повністю розвідані, і оцінена економічна доцільність здобування. Може і влада наша не знає, да наче всі знають, наче навіть експерти зарубіжні знають. Отсосал бы такого видного мужчине, как Арестович. Ну, давайте это останется нашей тайной. Нашей тайной. Арестович участвует в очередном разводе. У жены Арестовича дойки мощные. Забыл уже, как она выглядит. Стример, а где ты на политолога учился? Ну, во-первых, не знаю, откуда чего вы взяли, что я учился на политолога. Я уже отвечал на этот вопрос на позапрошлом стриме, что я учился на піцайоло в Національному університеті природокористування і біоресурсів, также известному как НУБИП. Вот. Да, квалификацию повышал в чате Пиздарезка, куда я был добавлен против своей воли и ни с чем там написанным не согласен. АЗ это Азербайджан, значит, ну это понятно. А название Калибр, ну вот Калибр, как-то понял, ну немного триггерное в Украине. Вот если я скажу людям, вот представь там не то, что там, ну с кентами собрался хотя бы, да, или ну где-то представляешься и говоришь, я работаю, значит, в Калибр АЗ, ну, блядь, не поймут, бо слово «калибр» имеется тут в виду ракета «Калибр» и с этим только ассоциируется. У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який пропонує заборонити продаж енергетиків неповнолітнім та прибрати ці напої з торгових автоматів. Ну да, блядь, эти энергетики, это пиздец. Ну я против запретов и ограничений, да. Но много слышал историй. Вот я сам не любитель энергетиков, я, блядь, не помню. Когда-то в последний раз, не помню, где-то на курсе втором, походу, университета пил, помню, питбуль. Ну, полный, ну это же полный пиздец. Химоза, кал, трэш.
Но я помню, как мои друзья сталкивались часто с проблемой, что им не хотели продавать энергетики в магазинах, потому что там написано «не рекомендовано», е, не рекомендовано особам, які не достиг... Ну, короче, вы, блядь, поняли, да? Не рекомендовано тем, кто не достиг 18 лет. Да. И, типа, обычно кассирки в это упирались и говорили, Ди гуляй, короче, бо, видишь, нельзя тебе продавать. То они как, короче, придумали, какой лайфхак? Открывали бутылочку эту, да, когда ее взял на прилавке, открываешь, пьешь, ну и, блядь, магазин уже не хочет оставаться в накладе, так что он тебе продает спокойно, короче, этот энергетоз. Ну, это все, что я могу сказать. Так тут и понятно, что это хуйня, и тех, кто это пьет, их реально жаль. Вот. Я и сам, у меня был период, когда я не пил кофе очень долго, ну, не знаю, лет 10, наверное. Но сейчас вот последние 3 года вернулся опять и, ну, реально кофе зависимый. Без кофе стрим раздуплить будет крайне сложно, бо весь вареный, блядь, еще гораздо мудовее и скучнее, чем сейчас. Типа, это сложно вообразить, но реально хуже. Хотя само кофе однозначно нихуя в нем полезного нет, в принципе. А рывасик? Рывасик вообще хуета. Был еще такой, я помню, как мы когда-то мешали реально водку с энергетиком. Что могло, какая моча могла в малолетнюю голову, блядь, стрельнуть, чтобы подумать, что это классная идея. Причем водка типа не Миров черный, а вот энергетик, блядь, по-моему, Red Bull. Ну это ж пиздец. Сейчас если такое выпью, то, ну, уже никакая реанимация нахуй не поможет. Это уже все. Скорее всего, в Шеві учился. Могила отпадает, потому что могилянці притримуються інших поглядів, а більше політології нігде не учат. Ну, это неправда. Учат везде, чувак. Учат даже в НАУ. В Национальном авиационном университете даже учат на политологию. Везде учат на политологию. Да я думаю, даже в НУБИПе наверняка учат на политологию. Но ты переоцениваешь мои реально там и бюджетные возможности, и мою усидчивость и усердие в учебе, да. И видно, что я шалопай, нахуй. Абсолютный, да, стал бы не шалопай вести политические трансляции, которые совмещают в себе тяжелый труд, нереальную бедность, да, ну, то есть абсолютно неприбыльность. При этом еще и абсолютно неоправданно высокий риск. И нервотрепку, да однозначно же нет, да. Я в Могилянке на антикоррупционной политологии учусь, после физмата поступил, ты не шутишь, блядь? Там типа есть какое-то направление антикоррупционная политология, это же, наверное, прикол, да, такой? Лучше там эти гендерные студии вывчать. Не, ну это диплом в рамках Украины почетный, можешь потом пробиться нормально. Одногруппники твои точно всплывут где-то. Ты можешь за них зацепиться всегда. И будет у тебя все в шоколаде. Правильно? Так, да, в ютубной масте тоже люди чалятся. И что же они тут началили? Харьков звучит как будто би Харків. Також подивився фільм Кнікеп. Ірландське кіно про молодих чуваків, які почали записувати пісні корінною ірландською мовою в якості протесту проти Британії. При цьому я не сходжу з глузду щодо мовного питання, але цей фільм гарний приклад, як можна нормально показати мовне питання. Мабуть, не маю що тут додати. Мовний сказ. Все, що прийшло на розум. Харьков звучит как будто речь про Харьков. Хорошо сидим, хорошо сидим. Привет, хорошего стрима, спасибо за контент. Спасибо большое, мертвый Минстрель. Особенно спасибо большое за комментарии, поддержки на фоне множества других, ну, блядь, куда менее, честно сказать, воодушевляющих комментариев, типа там «умри, блядь», «сбедней», короче, «чума на весь твой дом» и так далее. МБ это была так называемая борода, жена Арестовича разосралась из-за денег. Я не знаю, надо у чата GPT спросить, что имеется в виду, была так называемая борода. Я знаю только борода из нашей Раши. Борода, Славик, Димон, что такое на ум приходит? У меня знакомый кусок кишечника вырезали из-за энергосов. Говорят, хорошо, энергетика и Эльфбар работают вместе. Пробовал бросать курить, сколько продержался. Пробовал, 1 раз в неделю продержался. Да и не помню больше. Да, я людина слаба. А сейчас вообще не представляю, как бросить реально. Сейчас курю по 2 пачки, блядь, в день. Ты как-то говорил, что в Киеве обитал на Голосееве. Там общаги Шевы, Нубипа и КНЛУ, выбор невелик, Ватсон. Я никогда не обитал на Голосееве. Вы что, ебанулись? Никогда не обитал, но вот это место, ну где не общаги, а где сами там какие-то корпуса Нубипа, да, на Голосеева, там очень красиво, конечно. Но это на этом преимущества заканчиваются.
Из последних воспоминаний помню, как там ездил. Да на семерке, по-моему, ночью. Очень красиво было. Как мы тогда здорово жили, блядь. О, у тебя тоже Casio AQ230. Ну да, Casio часы вроде, блядь, неплохие. Неплохие. Неплохие, но бюджетные охуенно они, конечно. Бородой зовут жену Гея, который завел ее для прикрытия. А, бля, пиздец. Пугачева это борода Галкина, например. Вот и охуеть, буду знать. Это хорошая версия, да? Или так, сейчас подожди, получается, вот это у Эммануэля Макрона это борода, да, типа? Понял. Спасибо, друзья. Век живи, век учись. Я тоже не поціновувач Casio, но мне их подарили. Ну и со своей задачей время показывать они справляются. Ось тобі думка в чаті. Давайте вже, блядь, докурим до новості будемо читати. Ось тобі думка в чаті. Трамп ненавидить Україну не менше за Путіна, бо ідеологія фашизму, яку він сповідує, передбачає капітуляцію слабких перед сильними. А, кстати, про идеологию еще поговорим. Там сильный жест в поддержку Украины был. Україна посміла простати... блядь. Україна посміла постати проти країни, яку Трамп вважає сильному. Може бути. Стример, а ты играл в GTA San Andreas Definitive Edition? Не, в ремастер San Andreas я не играл, я играл в обычный San Andreas. И в SAMP. Я часто говорю, что вот было в наше время, да, сервера samprp.ru. И, ну, я вот недавно в GTA 5 на какие-то РП сервера украинские заходил. Это уже, пацаны, полный кал. Ну, уже совсем не та атмосфера. А тогда я говорил о том, что это самый четкий, ну только для моих ровесников, самый четкий, самый реальный симулятор реальной жизни. Потому что там можно вообще всю жизнь работать и нихуя не заработать. Там куст по 10, короче, сосать можно по-черному, самым быть бедным и при этом честно работать и ничего не заработать. Но есть люди, которые умеют как-то ровно двигаться. Там таких, ну всегда два типа было людей. Ну, может, третий, но я таких реальных не знаю. Типа третий, а кто донатил. Но два остальных это кто как-то смог законтачиться с людьми посильнее, с админами или с кем-то поуспешнее. И те, кто выдают себя за женщин или сами женщины. Ну, это такая, блядь, наука. Там мы с вами, блядь, уже почти что рядом с Рататуем в трусах по темам. Да, блин, но я в моделях этих Casio не разбираюсь. Хотел себе такие Casio, как были у Бен Ладена, но... Учился в лучшей школе Запорожья. Входила в топ-100 Украины и т.д. Но все равно дырка в полу вместо унитаза. А ремонт делали за счет сына миллионера, вон бабки дал. Ну, наверное, она лучшая была по каким-то другим типа параметрам. Что там вы занимали места какие-то где-то, да. Когда примерно в Украине начали бояться мобилизации ТЦК? Ну, смотря кто, типа, если ты нахуй оттарабанил военную кафедру, то те начали с первого дня бояться и вострить лыжи куда-то за кордон. Лыжню. А все остальные начали бояться, ну, наверное, с ужесточения мобилизации. А это было где-то ориентировочно в августі. В прошлом августі. Взагалі, я не розумію, що ви маєте на увазі під цим боятися мобілізації та ТЦК. Насправді, причина тільки в тому, що чемно в когось, можливо, не оновлені дані, тому що він не дуже притомний громадянин, але насправді, якщо все чітко з документами оновлено, знають, що ти є просто на обліку, бачать тебе, чемно пройдене ВЛК, то ніяких проблем нема і причин для страху також нема. Подивіться, в Києві багато людей ходять по вулицям, ходять у магазини, відвідують ресторани і все добре. Ну, це говорить про те, що ну, насправді проблема дуже перебільшена російською пропагандою. Російським ПСО. Вони вкладають в це кошти, вони вкладають в це ресурси, аби усюди цю дезінформацію посіяти страх, визвати оцей психоз. Насправді ситуація не так виглядає і... Не особо смешно, бля, мне что-то смешно всегда. Ну, видите, у каждого свое чувство юмора. И... Ну, вибачте. Це для справки, пацаны. Ну, иначе не одобрят финансирование и все. Заебало мариноваться. Ну, так, блядь, получается, что же не могу, блядь. Я думал, им интересно послушать, кто там где срет, блядь, или как, что мы там обсуждали, кто кому сосал, кто чья борода. Я думал, это их, блядь, больше может заботить, чем эти новости туповатые. Питання в чаті. Як думаєш, з моральної точки зору питання про копални треба вирішувати нинішнього президента чи лишати наступному? Ну, по-перше, не зрозуміло, що вирішувати. Яку це форму має мати?
Що саме ми обговорюємо про ці корисні копалини? Ну, ми ж їх не можемо просто передати їм, да? Все выкопать и передать. Ну, не можем. Какую-то это другую форму должно иметь, да. Они там требуют 50, ну, то есть из того, что где-то мелькало, да. Кроме того, что понятно, наверное, интуитивно, что не только копалины их интересуют, еще какие-то сферы нашей экономики. Еще что-то, что приносит деньги, потому что копалины, видимо, не особо там, блядь, прибыльные. Но если их вопрос хотя бы копалин, да, то они говорят, что они требуют, например, и то есть где-то такая версия, что они хотят навсегда пожизненное право, например, 50% от продажи лицензий на разработку. Всех и навсегда. То резонно им президент ответил, ну, наверное, и найдя это невыгодным, да, что все-таки это не только он решает этот вопрос, а еще и парламент. Ну, просто какую-то форму должно иметь. Это какой-то закон будет. Но у нас единый законодательный орган парламент, хай там в парламенте и гоняют его. Ну, понятно, что это такая вещь, когда президент это им отвечает, то понятно, что это отговорка, потому что все-таки парламент президенту подчиняется. Если скажут, то проголосуют. Вирішувати має не президент, а шановні пани, які ті копалини попиздили ще під час приватизації. О, бачите, ще є проблема, що, значит, кто-то как бы уже как бы там у чего-то есть владельцы, да. То есть как-то надо их, получается, этих прав лишить. А насколько это законно? Ну, это точно незаконно. Но как-то это надо вписать в канву законов. Так что, короче, тут много вопросов. Давайте вернемся к тому, что президент предлагал во время плана перемоги. Он говорит, что давайте вы будете инвестировать в нашу какую-то совместную разработку. Но они, видимо, этим не удовлетворены. Да, это так, про 50% так называемое право старшего кредитора. Знаю, как это устроено. 50% от продажи и навсегда. Ну, президент из нахрюков, да, каких-то в РБК, по-моему, я Украина читал, да, что основная претензия не в этом. Похуй, я думаю, и право собственности попрать можно было, к тому же еще и вопрос справедливости, насколько оно было честно. Но в любом случае, когда незаконно будут людей лишать каких-то там прав на что-то, это не круто. Но тем не меньше. Тем не меньше, да, основное, чем они не удовлетворены, это отсутствием каких-то реальных гарантий, потому что, ну, во-первых, нам это нужно и с целью пиара какого-то, да, политтехнологических. Мы не просто отдали ресурсы, а в обмен на гарантии, да, какие-то, хоть какие-то. А они же нет, они хотят это выкрутить так, что это гарантий никаких, это плата за уже поставленную помощь. Что вообще не круто, да, потому что, наверное, условия помощи, они обсуждаются во время давания этой помощи, а задним числом спрашивать это как подарить человеку что-то, а потом сказать, что ты ему это дал в долг. Согласитесь, что же не очень справедливо. Ну, в любом случае, да, я думаю, что ключевое для офиса, короче, что нет каких-то гарантий, да, они просто нас поставят в неудобное положение, придется, блядь, тут всех нагнуть, короче, на деньги просесть. А по итогу потом, ну, если вдруг что-то случится, и где-то, да, понести репутационные потери без какого-либо позитива, а потом, если что-то случится, они смотают удочки и все. Так, на вечерний пивасик. Как думаешь, как будет проходить транзит власти после зелі? Ну, путем демократичних виборів. Конституційно. Ну, то, что кто-то сядет, не знаю кто, но кто-то потом будет садиться в тюрьму, это точно, потому что президент такого наворотил. Не традиционного для украинской политики, на мой взгляд. Ну, в смысле, довольно жестко вел себя. Наверное, потом кого-то за это не простят. Ну, то есть, если это, можно сказать, болезненный транзит, то да, наверное, болезненный. А что мешало эти редкоземельные металлы разрабатывать в прошлые годы? Почему бы там вспомнить только сейчас? Потому что надо что-то продать было республиканцам, поэтому и вспомнили. А сейчас республиканцам надо тоже, типа, воспользоваться ситуацией по приколу, да? Почему бы и нет? Ну, если дают, что не потянуть. А что не разрабатывали? Разрабатывали, но, наверное, если спросить об этом президента, то он бы сказал, что инвестиций не было. А сейчас, типа, есть возможность их получить. Хз, може я сотий, хто питає? Ні, на самом деле, Retriever Cobalt, ти десь п'ятий. Чи ти чув вже, що Потап агент КГБ? Да, чув, ми це на початку дуже розжували плідно, чітко і там жорсткі виводи були. Агент КГБ, да. Ну, в смысле, да. Реально агент КГБ. Есть вероятность, что причиной политической смерти Зеленского может стать тромб. Да нет. Трамп-пам-памп. Тромбом-бамп. Надо, блядь, таймер до новостей вешать, чтобы он нас как-то ограничивал. Потому что мы с вами 2 часа, блядь, просидели. В пустом абсолютно пиздеже.
Но я думаю, это связано не только с тем, что не хочется говорить, а еще и с тем, что, ну, на самом деле не густо новостей же. Нихуя особо не изменилось. День прошел, число сменилось, нихуя не изменилось. Если быть точным, то сохранилась формула того, что было как раньше, только стало чуть хуже. Правда? Все, пацаны, видать, надо кончать. Как в той самой песне «Кончайте, девочки, кончайте». Да, последний вопрос или пред. Что важнее для украинского культурного простору? Фильм «Не смотрите вверх» с Ди Каприо, великий фильм, все про это говорят, или «300 еврейцев»? Ну, на мой вкус, 300 еврейцев, конечно. Но никто не хочет на него смотреть, как никто не хочет смотреть наверх. Займет ли ФБК какое-либо место в украинском послевоенном парламенте? Да, нет, и что? Вряд ли они что-то где-то займут. Мы все сделали для того, чтобы этого не случилось. Именно это было, мне кажется, основной страх Украины, украинской влады перед российской оппозицией, что она тут где-то, не дай бог, проявит себя политически. Что было вероятно, тут только пусти. И все, уже, блядь, дороги назад нет, мы такой опыт уже проходили. Я не знаю, как у них сейчас там финансирование же им режут. Так, все, друзья. На этой ноте, даже не знаю какой, я с вами прощаюсь до понедельника. По идее, в эти выходные, если Бог даст и карта ляжет, у нас, ну, сначала на Патреоне выйдет обсуждение, да, в преддверии немецких выборов накануне, там прям за денечек до самих выборов, обсуждение немецких выборов с немцем Дашалом. Вот, непосредственно. Я тут еще, блядь, эксперт в немецких выборах, но почему бы и нет? Вот, сначала оно выйдет на Патреоне, потом на Ютубе, так что подписывайтесь, если хотите быть в курсе, как там Фридрих Мерц, Мерц ли еще, или уже не Мерц, нихуя. И вообще, а что Фридрих Мерц собирается делать с Украиной? Будет вводить или не будет вводить войска? Потребуют ли они за эти войска с нас яйка млека? И надо ли нам уже это обещать, яйка млека? История, ну не то что циклична, а просто для нас всегда одинаково. Ладно, в общем, друзья, да, спасибо большое. Рад был вас всех сегодня видеть. Спасибо тем, кто писал в чат свои мысли. Спасибо тем, кто меня слушал. Спасибо отдельно тем, кто пишет комментарии на YouTube. Спасибо также тем, кто задонатил. Друзья, пятница еще не закончилась, еще можно ее провести не так, как вы ее только что проводили. До встречи в понедельник. Так что люблю вас, целую, друзья, и до встречи.